Итак, друзья, снова всем привет, всех рад видеть. С вами Уж и Citizencon 2953. Сегодня мы будем обсуждать все вдоль и поперек. Уже предварительный стрим прошел, поговорили, и сейчас в начале этого стрима пройдемся по верхам. Citizencon разделен на 2 дня, он пройдет сегодня и завтра. Вот-вот начнется первая часть Citizencon, она будет в виде некого открытия, начнется стрим или не начнется стрим. Я на данный момент не знаю, будет ли нам показывать какую-то важную информацию или просто маркетинговую часть мы разберемся с вами по ходу дела. Естественно, будут еще идти дополнительные комментарии и объяснение того, что вы видите и что у нас происходит. По большей части мы упор сделаем именно на то, что вы видите и что у нас происходит. У нас есть опыт стримов многолетний, уже больше 4-5 лет мы находимся на платформах. И если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте в чат. Либо наши зрители будут отвечать на вопросы, либо по возможности я, если не буду слишком сильно занят непосредственно информационной частью стрима. Параллельно со мной очень многие люди также наверняка выйдут в эфир. Также будут делать различные версии своего перевода, но напоминаю, что мы здесь собираемся вместе, делаем общее дело, и кто хочет присоединиться именно к нашему стриму, всегда welcome, рад всех видеть. На официальном сайте уже дан отсчет в 10 минут до начала самого Citizencon. Разделение на 2 дня указано в таком виде. То есть уже первый этап у нас начинается, люди уже находятся в залах, это физические присутствие как разработчиков, так и фанатов, которые специально приехали в Лос-Анджелес для того, чтобы принять участие в этом большом мероприятии, в этом большом шоу. Сперва разработчики будут говорить о движке игры, о вселенной игры, о ходе разработки и важных деталях игровой вселенной. Далее речь пройдет про управление ресурсами, систем кораблей, например, там, где вам понадобится не просто сесть и полететь, но еще, допустим, отремонтировать или как-то повзаимодействовать со своей техникой. Конкурс косплея, который мы, скорее всего, частично или полностью пропустим и займемся обсуждением предыдущей услышанной информации. Небольшая тайм-пауза. Разговор о кораблях, всех вышедших кораблях, недавно вышедших, текущих кораблях, которые сейчас выходят. Может быть, нам презентуют примерно 2-3 новых корабля, которые уже будут fly ready, что говорится, бери и летай. И одного или нескольких концептуальных кораблей, которые тоже у нас могут засветиться. Да, возможно, это все будет именно на этой панели, возможно, после панели, возможно, уже на завтрашний день, хотя на завтрашний день подобной информационной части у нас не значится. Ну и напоследок у нас будет навигация по вселенной, будет разговор о пользовательском интерфейсе, это и моби-глаз, это и возможности передвижения и взаимодействия с окружением в том числе. Далее некая прострация примерно в 3 часа до момента закрытия. Возможно, там будет какая-то тусовка общая, возможно, это будет стрим, информационная часть, либо некий скрытый посыл, который мы обязательно ждем. Да, я думаю, что это будет некая интрига, по крайней мере, для меня. Я надеюсь, там покажут что-нибудь интересное. Все это планируется на сегодняшний день. Мы по роудмапу прошлись и примерно прикинули, что у нас будет сегодня показано. Это в предыдущем стриме на Твиче у нас сохранилось. Во второй день нам расскажут о персонажах, о жизни во вселенной от первого лица. Нам покажут текущую и будущую итерацию Star Citizen, с частью геймплея, взаимодействия с полетным опытом, исследованием и прочими аспектами космоса и путешествия по нему. Снова пауза. Далее жизнь на грани. Возможно, здесь как раз коснуться вопроса Пайра и того, насколько тяжело
существовать в 30 веке. Да, мы уже смотрели, там, возможно, что-то будет про систему жизнеобеспечения, про систему выживания, про систему клонирования, про новые итерации медицинской системы и взаимодействие вашего персонажа как с внешним миром, так и внешнего мира с вашим персонажем. Далее, некое приключение от орбиты до поверхности планет и глубокого погружения дальше в подземное укрепление. Нам что-то будет рассказывать о миссиях и геймплеях, и о том, насколько сильно мы будем вовлечены в геймплей Star Citizen сейчас и в будущем на всех уровнях. Ну и церемония закрытия завтра будет после этой презентации, которая будет длиться 45 минут. Ну, я не знаю, насколько много они в 45 минут смогут выложить. Вот. Ну и, соответственно, закрытие всех панелей и некая вечеринка будет уже поздно вечером проходить для VIP-гостей в студии Лос-Анджелеса. Что мне стоит еще добавить? Возможно, о кораблях нам, ну, многие уже назвали те корабли, которые ждут, и Argo, SRV, и прочие корабли в списках были, тем более, что это новые технологии, они указаны как уже завершенные, сделанные. Вот, поэтому я думаю, что здесь никаких особых сюрпризов у нас не будет. Из интересного небольшого, это либо сегодня на Talking Ship 2953 нам расскажут о корабельном вооружении нового типа, плюс переделки двух старых типов вооружений. Нет, точнее, там у нас два новых типа снарядов. Это частично ЕМП снаряды и частично зажигательные снаряды, которые либо вредят вашим компонентам, либо распространяют огонь по вашему кораблю. Вот. По системе Fix and Flight, да, почини и летай, и по управлению ресурсами. Скорее всего, коснутся вопросов индивидуального управления каждой комнатой, в том числе там и пожар, декомпрессия, гравитация и все те системы, которые указаны и цигами были еще год назад, как то, что мы планируем разработать. И мы посмотрели на сроки, действительно, они планировали это все завершить и сделать примерно к текущему моменту, то есть к Citizencon 2953. Теперь касательно сквадрона, у нас было бурное обсуждение этого в чате, и оно, я так думаю, еще продолжается. Скорее всего, циги постараются этого вопроса как-то коснуться, возможно, это будет в первый день, потому что очень большая зияющая дыра между последней панелью и закрытием мероприятия. И что именно будет, я уже это высказал. Это есть у нас и отдельно в Дискорде, и отдельно на предыдущем информационном стриме на Твиче. Всем, кто присоединяется, большой привет. Не скромничайте, пишите в чате. Всем рад. Я думаю, мы можем потихонечку начинать. Да, конечно, если вы играете в игру, то приглашайте вашего друга, поскольку сейчас действует реферальная программа, вы можете получить ховерквад. Hoverquad очень неплохой базовый корабль, который можете использовать, точнее, неплохой базовый шип, который можете использовать как, например, болванку для чего-то более интересного. У меня, допустим, болванка для каттера, Дрейк Каттер, который, в свою очередь, один из лучших, по мнению вашего любимого ужа, стартовых кораблей. На странице у CIG на данный момент тишина, ничего не предвещает, и не факт, что, конечно же, будет стрим, но тем не менее. Тем не менее, я вижу, что уже есть активность в чате, люди отписываются. Только подписчики могут общаться. Очень интересно. Ранее такого не было. Окей. Я не смогу ничего написать, у меня нету волшебного... во-первых, у меня нету модератора. Ну ладно. Вот, в принципе, определенная движуха планируется, поскольку модераторы уже зашли в чат. Начался прямой эфир. Секунду назад.
Так, скажите, как вам звук, все ли нормально? Это уж подключенный или голосовой чат GPT, это уж PT, мне кажется, там пока еще уж нет, они должны были в Fly Ready, но это было озвучено как абсолютно новая линейка. Посмотрим. Первый живой ситком за несколько лет. Шоу просто обязано быть. Я тоже считаю, что шоу и вздохи, ахи, и самое главное, после обсуждения, наше с вами обсуждение обязательно должно быть. Именно поэтому я хочу, чтобы мы с вами были вместе. Потому что у нас будет обсуждение, там, время для этого есть. У нас 2 панели, и потом дофига времени на то, чтобы поговорить перед 3-й панелью. И потом еще после 3-й панели, точнее, 2 панели, да, потом один большой брейк вместе с косплеем, потом 3-я панель и 4-я панель. То есть 2 панели, мы обсуждаем, еще 2 панели, потом дыра. Тоже, видимо, нам хватит времени на поговорить. Либо же Циги нам что-то интересное представит. Времени и отсчета времени у нас в чате на данный момент у цигов нету. Все, я отправил свой значок в чате, и чатик улетел. Уже не только для подписчиков. Количество единовременно просматривающих людей стремительно увеличивается. У меня он приглушен, да. Надеюсь, что уровень звука нормальный. Бродяга, спасибо за фоллоу на Твиче, дружище. Добро пожаловать. $7000 зрителей у цигов, я надеюсь, будет больше. Очень много людей сейчас присоединится, в принципе, рандомных тоже к нашим стримам, не только к стримам CIG, но и к разным иным стримам, поскольку общий раздел по Citizen, он сильно скакнет, и людям начнут советоваться смотреть какие-то видео из этого раздела. Люди будут, в принципе, открывать, видеть, что есть что-то на английском языке, нажимать на кнопочку Star Citizen, открывать, а там уже им будет предлагаться стримы по их критериям поиска, например, что он там будет на том или ином языке. Поэтому я ожидаю, что сегодня гости к нам тоже могут забежать. Забегут, расскажут нам про МММ и обманы, про что еще там сейчас модно рассказывать. Старфилды, вот. И улетят ввысь. Слушаем музыку, которая по всей сути является новой. Есть шанс доварить хинкали, абсолютно точно. Главное, не перевари их. Каждый ситком был факап, это настолько привычно, но мы ждем с нетерпением, что же в этот раз.
Я думаю, много премейд видео будет. То есть живой геймплей, ну, кто знает. Но я думаю, что много премейда будет. Михаил Шаришвили. Привет, ребят. Когда возможность покупки кораблей? Хочу себе реталятор. В игре уже можно покупать корабли, дружище? Или ты имеешь в виду купить корабль за деньги? Спайк, да, конечно. Может быть, кроме косплея. Потому что там особо переводить нечего. Там скорее будет требоваться экспертная оценка, я не знаю. Ты его успеешь еще выпить, этот чай, по всей видимости. Пока можете писать, что вы ожидаете от этого ситкона, чтобы можно было эти ожидания уже начать разбивать. А мы ждем голос Джарда со словами "Hello everybody, today we'll speak about a little bit". Ну, кто смотрит, естественно, Джарда в оригинале. Потому что большинство смотрит короткую нарезку инсайдов и лайвов, поэтому голоса разработчиков и того, как они, в принципе, общаются, они не знают. Или забыли, или не обращают внимания. Ожидаю хорошей продажи. Ты что-то продаешь? Скажем так, если цыги смогут нам продать... вот тебе игра, продай ее мне, я говорю цыгам. Я надеюсь, что они смогут продать игру. Я надеюсь, что они не будут продавать контент в этой игре постфактум. О, активировался Джаред? Hello, everyone. Hello, hello. Да, мы тебя слышим, дружище. Ожидаю конкретики без воды. Вода будет, дружище. Очень много разработчиков ЦИК, которые рекомендуют себя как хорошие презентеры. То есть они могут хорошо что-то представить, а хорошее представление обязательно включает в себя воду. Вода делается для того, чтобы тебя к чему-то подвести. То есть небольшая предыстория размером в 20 минут ради того, чтобы сказать тебе: и мы это сделали, посмотрите на экран. Ну, например. Жду новый мобиглаз и карту, а то... Да, новый мобиглаз будет, новая карта будет показана, друзья. Это да. Идеальный тайминг. Да, неплохо. Нужно или чудо, или ничего. Так что ждем ничего. Давайте просто хорошо проведем время, вот и все. Да, можно. Я надеюсь, я сегодня выполню свою задачу на 100% и объясню, что, происходит. Это моя задача номер 1. Переводы и
вот эти вот сокращенные версии того, что у нас на Citizencon было, вы сможете посмотреть на 3,5 тысячи каналов, а провести хорошо время друг с другом вы сможете провести, ну, либо в кругу своих компаний, организаций, вот, кланов, гильдий, вот, либо на стримах, где будут живые люди, с которыми вы привыкли сидеть и общаться. Интересно, успел ли я за 34 месяца отсутствие активных стримов стать для кого-то рандом гаем? Это же насколько надо быть новичком в Star Citizen, чтобы так вот залететь на стрим и сказать, а ты кто? Но мне интересно, будет ли такое сегодня? Рано. Объяснить надо будет завтра по итогу... Не, у нас сегодня очень много времени, Сегодня очень много времени свободного. У нас сегодня конкурс косплей, там уже можно будет что-то сидеть, рулить. Дронов жду, пишет Watch It Highlights, а я нигде не видел информацию про дронов. Уж голос сейчас был еле-еле слышно, это чтобы звук строить. Сейчас получше стало? Надеюсь, сейчас получше. Но они же говорят, что часть разработок не афишируют. Они практически всю важную часть разработок или ключевых моментов прямо или косвенно афишируют. Я думаю, я просто чуть дальше на секунду от микрофона отошел, потому что вставал, и все. Тебя, наоборот, намного больше. В смысле, с голос трансляции, окей. Не надо громче, говорят. Ну, чуть-чуть повыше сделал, давайте до 60%. Это чуть-чуть. Ну, вот фоплей всех с праздником. Ну, пускай будет всех с праздником, я не знаю, да, наверное. Каждый день какой-то праздник, сегодня вот Citizencon, пускай будет.
А чего не знаешь? 10 лет прожили, это же немало. Дожили. Моя картинка периодически может исчезать. Но может быть до 21 чисто будет музон. Это вполне возможно, но для нас это тоже тестирование. В прошлый раз у меня были проблемы с эфиром, насколько я помню. Поэтому начинать заранее это не такая уж плохая тема. В YouTube постфактум я обязательно сделаю тайминги, где будет обозначен временный интервал. Типа здесь вступление, да? И там я рассказываю о том, что будет на Citizencon. Здесь начало первой панели. Здесь я там на чай отошел. Вот, по крайней мере, это одно из самых интересных моментов. Один из самых интересных моментов. Смотреть вот в это, потому что мы уже просмотрели все остальное. Не думаю, что здесь будет многое дублироваться с инсайдов за прошедшие 3 недели, потому что мы за один стрим, за 1,5 часа просмотрели 3 инсайда с переводом. С переводом и разбором. Мы еще один лайв даже смотрели. Но, тем не менее, я отсутствовал активных 3-4 месяца, и я безумно рад видеть знакомые ники в чате. Рад, что народ к нам присоединяется. Я минимум проводил агитацию и распространение информации о том, что я буду заниматься ситконом. Большему количеству людей я сказал, что я даже не знаю, буду ли я этим заниматься или нет, поскольку не уверен в своих физических силах. Вот, поэтому то, что хоть кто-то сегодня есть, это реально круто. И это с большим перерывом, то есть прям выше любых моих ожиданий. Спасибо вам. Тем временем плейлист перешел с менее известных музыкальных треков, которых мы ранее не слышали, на более известные нам. Надеюсь, что у нас будет возможность их скачать, и я их смогу поставить где-нибудь фоном у себя на стримах, поскольку сам плейлист цигов официальный, который есть, он довольно маленький, да даже не официальный, если качать, то там сдобных треков, которые окей будет под бэкграунд к стриму, не так уж и много. Первый трек был чистейший Star Wars. Новые веяния, новая мода. Я думаю, что люди больше будут стремиться к музыкальному оформлению в стиле Мандалорца или Асуки. Ну, поскольку это задевает людей на эмоциональной части. Да, вот для меня это абсолютно ровная музыка, то есть она из себя ничего интересного не представляет. Но, например, внезапно, да, мне была интересна музыка из «Игры престолов». То есть бывает, я там на работе, когда все идет кувырком, могу напевать музыку из «Игры престолов», там, где взрывают одну известную часть известного города. Ну или с «Красной свадьбы» мелодию напевать. Это замечательно, когда ты что-то напеваешь, и мало кто вокруг понимает, что происходит. А потом ты чисто машинально ловишь себя на мысли, что ты вообще сейчас делаешь. Потому что это случайно вырывается. Можешь себе представить, если бы они пилили ZGF сеттинги в Ахе 40к. Тогда это точно был бы обман. 40к это очень богатый мир. Как-то случайно меня занесло на просторы Warhammer 40к.
Как-то случайно я начал читать лор и предысторию всех рас, отдельных ее представителей, их развития, этих божественных начал и всего остального. Да, я на это пару часиков, можно сказать, слил, потом видюшки смотрел. Вот. Богатый мир, богатый. Я люблю не повествование определенных персонажей. Мне нравятся именно миры, в которых происходит какое-либо действие. В этой части я надеюсь, что Squadron 42 будет похож не на повествование какого-то отдельного персонажа, но на действие в целом мире. Тогда Squadron 42, возможно, для меня встанет в один ряд со Star Citizen. Да, пишите, что для вас сейчас является игра, любая игра, и чем для вас является Squadron 42. Сегодня Citizencon, не SquadronCon или что-то подобное, да, но нам все-таки надо коснуться тематики Squadron, я считаю. Если его даже не будет у цигов на трансляции, он будет у нас на трансляции. Его дух витает среди нас, мы его будем обсуждать. Почему? Да потому что, да, Citizen сложно выпустить. Мне кажется, Squadron гораздо легче выпустить. Если мы что-то и увидим, то в первую очередь готовый сквадрон или часть готового сквадрона. Ну и, соответственно, люди, поиграв в полностью готовую игру, такие: ой, нифига себе, они что-то смогли выпустить, это может быть не обман, а может быть это. И они затянутся, и в наших рядах граждан будет мощнейшее пополнение. Ну и, конечно, любые другие игры, даже если в Сквадроне будет отстойный сюжет, но она будет играбельна, да, любые другие игры просто уйдут на третий план и померкнут. То есть и Starfield, и все ими же с ними связанное, оно просто забудется. Типа, был какой-то проект очередной, и все. Я на работе сейчас слушаю саундтрек из Евангелиона. Зависит от того, какой еще. ЗГ — это последняя достойная из сложных и сильных эмоциональных проектов. Возможно, это так и есть. Даже, скорее всего, так и есть. Куда бы я ни старался уйти от ЗГ, в то время я возвращаюсь обратно, и на то есть веские причины. Мы пообсуждали Сквадрон. Теперь переходим потихонечку к Пайро. Вы видите где-нибудь здесь Пайро? Я вижу. Здесь точно Пайро в день номер 2. Living on the Edge — это однозначно связано с Пайро. Ну, я понимаю, что это мед-геймплей следующей итерации. Но Beyond the Safety — это прямо выражение про Пайро. Вне безопасной зоны. Возможно, Taking the Flight, там, где они будут взлетать, быть в атмосфере, в планете. Это мы в планету улетаем, когда пытаемся квантуться. Перемещение между планетами, перемещение между системами, перемещение на планетах и лунах. Вот это все, возможно, нам покажут во второй день. Жизнь от первого лица тоже, может быть, что-нибудь покажут нам в этом роде. Ну и я не знаю, что будет у нас. Честно, вообще не знаю. Сквадрон в конце дня будет или Пайро в конце дня будет. Что-то на завтра по-любому они должны будут оставить. Давай не обобщай про контент. Я говорю про нас всех. Я не говорю про определенно тебя или меня. Вейланд, спасибо за даренную подписку кардинологу, дружище. Напоминаю, что все, кто у нас с подпиской, имеют доступ в Дискорде в отдельный канал, а еще смотрят стрим без рекламы, которую подсовывает непосредственно Twitch.
Также от уровня вашей подписки, от того, насколько долго вы подписаны, у вас меняются значки. Значки мы рисовали. Все круто. Алекс Игл, привет, дружище, добро пожаловать. Можете также написать, что вам в прошлых годах больше всего запомнилось в Citizencon. Вот, если взять в целом, что вам запомнилось. Вот, если... Ну, кроме багов, того, что там Крис играл, и он забаговался. Это такое бывает. Интрига. Интрига, типа... Не знаю, что покажут. Я бы сказал так. БММ у меня очень сильно запомнился. Это первая тема, которая у меня запомнилась. Ну да, потому что я являюсь не просто фанатом ЗГ, а именно этой расы и ее концепции. И на втором месте у меня находится... Ну, последняя презентация БММ, где нам интерьеры показали. На втором месте у нас находится то, как циги рассказывали о постоянстве, мэшинге и том, как это может быть реализовано. Типа, что, возможно, вы будете находиться вдвоем в одном месте, но не видеть друг друга. Потому что это будет лишено логики. То есть... Кто-то находится на одном этапе развития своего, кто-то находится на другом этапе своего развития, у кого-то задание там прилететь, перестрелять всех НПЦ, у другого задание прилететь, собрать цветочки, и вы не обязательно должны друг с другом пересекаться, если локация очень сильно перегружена. Ну, возможно, альтернативный вариант, когда лагаете и вы, и он, и вам, и ему плохо, но зато вы вместе, да. Либо альтернативный вариант, когда вы по отдельности, но зато все работает хорошо. Вот. Это тот идеальный мир, который я бы хотел увидеть в игре. На 100% реализовать сетевую основу, технологию, в котором все дружно будут летать в одном большом безумном мире, отстреливаясь друг друга на расстоянии 100 километров из плазма-пушек в боях 1000 на 1000, я просто не рассматриваю вероятность того, что это будет реализовано в ближайшее время. Возможно, в других играх, в других сеттингах и с большим количеством безумных ограничений. Мы уже в это играем, находимся в пати и не видим друг друга. Это все предыстория, знаешь, это заправочка, закусочка. Только Кванта запомнил, самый большой эффект произвел. Кванта это такая же концепция, как и концепт шип на самом деле. Концептуальные машины, которые нам раньше показывали 15 лет назад. Вот, сейчас концептуальные машины уже ездят на дорогах, правда, не от тех людей, которые нам эти концептуальные машины показывали. То есть всю невероятную палитру уже реализовали, того, что нам показывали в реале, в концептах по технике, и не только по технике. Вот, но реализовали совершенно другие стороны, совершенно иным образом, и это даже в некотором роде более эргономично и интересно получилось. Здесь возможно то же самое. У нас есть совершенно замечательный концепт кванты, который на момент, когда эту кванту показывали, был нереалистичен к реализации. Сейчас, возможно, некоторые вещи сегодня нам покажут что-то намекающее, издалека похожее, соответствующее тому, что в какой-то мере та идеальная структура кванты, которая была показана цигами, будет реализована. А я вам напоминаю, что в реалиях этой кванты мы всего лишь небольшие песчинки, которые по дуновению ветра будут оказываться, то есть мы будем оказываться там, где надо игре. Мы будем выполнять те задания, которые игра нам предложит. Мы будем как на каруселях. Перед нами будет попаться и появляться те или иные задания, которым нам будет предложено выполнять в определенной схематике, по определенной логике, с небольшим количеством рандома и ситуативности, с процедурной генерацией, с вариативностью.
100 тел на кластер пока хватит для первой итерации. Что касается того, что некоторые и раньше контент-мейкеры со мной вели дискуссии, споры, и не только контент-мейкеры, но и рядовые игроки, и обозреватели, как в ру-сегмента, так и с иностранного сегмента. Причем с иностранным сегментом у меня всегда мечи мы схлещивали пожестче. Но если вкратце, да, было обсуждение того, что циги сделают либо 50 игроков, как и есть, либо сервер-мэшинг. Вот. На что я говорил, что циги легко могут увеличить кап игроков на сервер, и вот эта концепция того, что они не сдвинутся с места, может легко быть нарушена, потому что есть такое замечательное слово «компромисс». Если ранее всем казалось, что это все бескомпромиссно, и все железобетонное в камне выбито, и никаким изменениям поддаваться не будет, то реальность такова, что иногда изменения не нужны. Одно из ключевых изменений – это появление локального инвентаря, полуфизикализированный, то есть не совсем физикализированный инвентарь. Циги его ввели для того, чтобы иметь возможность продолжать разработку, для того, чтобы иметь возможность улучшить игру до определенного этапа, когда иные системы и их наличие в игре будет иметь логику, потому что без локализованного, локального, точнее, инвентаря многое невозможно. Итак, Джаред нас приветствует, отставание во звуке. Вы это слышите? Всем привет. Зал кричит. Да, там полный большой зал находится, Джаред зал приветствует, получает ответ. Но получается, он не в одном зале с ними находится. Джаред Хакаби, более известный как Дисколенда. We did not account for the peanut gallery behind me. We are backstage at Citizencon 2953 in what we call Hall A. Hall A is where we're going to be exhibiting all of our presentations. Backstage Citizencon. 2 дня презентаций. И мы не знаем, как пройдет второй день. Обычно у нас все бывает в первый день, и первый день мы уставшие просто отключаемся. Ну и на второй день, возможно, мы уже уставшие будем начинать. Ну, типа будет презентация. Честно говоря, не знаю, почему они аплодируют, но, возможно, аплодируют моему невероятному перформансу. Один из самых больших Citizencon у нас сейчас будет 2 зала. Виртуальный зал отдельный. Я все-таки жар немножко подниму, потому что мне его недостаточно хорошо слышно. У нас будет игровая площадка для Pyro. На нем будет присутствована одна из станций. Должен я им сказать? Да, вот все на заднем фоне. Я думаю, я боссу оставлю сделать это. Разочарованные восклики на заднем фоне. Вернулся Dragonfly с 2018 года, получается. Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Тематика проведения мероприятия была в стиле Хекса в прошлых годах. В этом году будет в стиле Ruin Station, я так понимаю. Или заброшенной станции.
We have our special guest this year, Atmo Esports, and they're Fight and Flight Live. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing Специальный гость — это Atmo Esports, это сообщество игроков, которые объединились друг с другом для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы проводить очень интересные мероприятия спортивного характера для игроков. Также разные представители от сообщества в виде контент-мейкеров, такие как, например, Астропаб. Говорить о Salty Mike и прочих. Да, я думаю, в чате все это обсудим. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area. Основной лаунж, где вы сможете встретиться с разработчиками, поговорить с ними, пообщаться. В том числе Джон Крю там будет. The VIP Lounge, where VIP you Lounge. can go and meet your developers if you know, are a little more important. Вы сможете пообщаться с разработчиками, если вы являетесь чуть более важным человеком. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm going to show you some. Hold on. With this? Чарт мне немножко тихо слышно. Ну ладно. Shows with this brand new Новые брендированные толстовки. Star Citizen hoodie. Худи. Star Citizen. Оу! It's got a wonderful Star Citizen. Там же надписи Бану, секундочку. Вау, вау. Круто, круто. Это Бану или Сиан? Ты прикалываешься? Там и Сиан, и Бану. Выше Шиан, а ниже Бану. И наоборот. What? Да он знает. Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Не знаю, что они говорят, это на другом Then языке. we've also got Также this у really нас cool Drake Interplanetary trucker hat that's available in the merch store. I think it's also кепка available online. Drake It's pretty cool. Interplanetary. You do have to have a normal Реально size крутая. head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. And then the И также Gras. You saw it first on a Star Citizen Live back in 2019 when впервые увидели в folks who watched 2019 said, Star Citizen "What an Live. incredible waste of time." Была замечательной потерей времени Designed для live нас. on the show. Дизайн разработан в шоу. Look at this guy. Это Star Citizen болванчик с трясущейся башкой. And he comes in a Он really очень cool притягателен. box. With Clark Defense Industries, look good on a shelf. You can do that here. Here, look. На коробке написано Clark Jake. Defense Industries. Сами посмотрите. And of course, a secret area that was revealed recently on the Конечно, web. A welcome секретная to Cairo, a зона bunch of computers, roughly 150 с кучей computers. компьютеров. What that's for, I'm also going to let the boss tell you because, Я again, тоже I wanna be here оставлю on day рассказать об этом месте нашим two. боссам. So let's talk about the program. Говорим про нашу 2 программу. days of programs, 2 days Две- of два programs дня. representing the best stuff that our developers have to offer. Now, Покажем все лучшее, что it's разработчики нам been 4 могут years since we've done предоставить, Citizencon показать. live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I Уже wanna довольно prep много you for времени this. прошло, 2 года. Everything that you're about to see today. And when I say everything, I mean everything that goes up on имеется that в big виду- screen that's behind me or there on your stream was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to В течение present последних you. They 2 made their месяцев slides, they wrote their большое text, количество they created their разработчиков videos. работало над тем, для того, Because that's чтобы what создать и Citizencon is. подготовить все для Citizencon. Вы это видите сзади на экранах, это все приготовлено полностью разработчиками. Это все видео и все, что вы сегодня увидите. Go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So every time they go on Разработчики stage, будут I идти need a на big round of бэкстейдж, applause то есть when в they go off the этот stage. I в need a подсобку, bigger round of applause и здесь because I told them they get работать и it, показывать and you're вам gonna make me look bad. So процесс give me an своей example of that деятельности, round в of том applause. числе Everybody. и так будет идти наша презентация. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, В течение 25 минут Chris Roberts, Chris founder and Roberts CEO, is going to take the stage, and he's going to do the keynote. He's выйдет gonna talk about на Star нашу Citizen, панель, past, present, future. выйдет на He's gonna сцену set some и stuff up. I don't wanna начнет spoil it, рассказывать but I saw the notes, and первую панель. he said he used his fidelity like 3 times. So Он уже prepare your bingo. несколько раз так делал. Так что подготовьтесь. After that is our big Shaping the Verse, the Future of Star Engine presentation. Now, Далее у нас whatever you будет think this is, I promise you, you're not prepared for it. This is презентация полировки Star Citizen и движка игры. Возможности движка игры. But be in your seats, be ready.
Я не могу многое сказать, но присядьте и приготовьтесь. 12:45-ish when we timed it out yesterday. Fix it and fly it with Torsten and Guillermo from the EU. Далее, Fix and Fly, почини и лети. Следующая итерация инжиниринга, управления ресурсами и настоящий мультикрю геймплей. Ну, знаете, все это примерное время. У нас потом будет конкурс косплея. Далее небольшой перерыв на ланч. И после него через 45 минут мы вернемся обратно и поговорим о кораблях. Мы будем общаться с командой по кораблям, они расскажут про те корабли, которые вышли, про те, которые есть, те корабли, которые должны были быть, но вот, да. Yeah, there's just no way of getting around that. And then finally wrapping up the day is navigating the universe. И под конец дня это путешествие, ну, навигация по вселенной. Все, кто следит за проектом, уже должны знать, о чем там пойдет речь, поэтому сядьте поудобнее и следите. Приготовьтесь, приготовьтесь. To my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Далее передаю своему компаньону Дэну Халбреку. Всем добро пожаловать на Citizencon 2953. Мы вернулись спустя 4 года. Мы вернулись обратно в Лос-Анджелес. We've missed you so much. Now, if you're wondering who I am, that is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. Если удивляетесь, кто я, то я являюсь специалистом по связи с сообществом. Также работал в художественной команде. Ну и я, в принципе, занимался созданием контента на протяжении нескольких лет. Let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jared, you're just an easy target. Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B. На данный момент я нахожусь в секции сообщества. Она декорирована так, чтобы быть похожей на Пайра. Команды людей здесь занимались вот этой всей замечательной декорацией для того, чтобы презентовать, например, свои организации, не только. Давайте пройдемся. Я уверен, эти парни они ведут одну из самых, ведут самую большую организацию в игре. В играх. В принципе. Они и в Star Citizen самая большая организация, и, в принципе, в MMO играх. Профессиональный геймплей, казуальный геймплей и так далее. Пойдем сюда. Конфедерация Объединенного Космоса, USC. Они организация, сфокусированная на ролплей. У них очень глубокий бэкграунд, работа с бэкграундом, с лором. Если вам это все интересно, то эти ребята, их стоит проверить, посмотреть на них. Ask them about what they're doing. They're going to be doing so much cool stuff. Ask them about their org. Ask them about who they are. We're so excited to have them as well. As you can see over here, приходите к ним, общайтесь с ними, спрашивайте, кто они такие. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with Citizencon like chocolate and peanut butter. They have been part of Citizencon since 2018 with the Dragonfly in Austin.
Эти ребята в осени впервые показали Dragonfly, модель Dragonfly. Well, you might have already gotten a glimpse. So go to robertspaceindustries.com, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to Citizencon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we went live. Но нам не показывают то, о чем он говорит, поэтому это лишено смысла. They're doing giveaways for free stencils. So if you vote either Drake or I believe. Если вы хотите разного рода декорации, то обращайтесь к этим ребятам. But one of those two manufacturers, you get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show, Они разработали новые миниатюры. Можете прийти сюда и посмотреть их. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. Всем простите, дайте, пропустите меня. Sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at Citizencon 2953. Again, if you guys have checked out the digital goodies pack, на Citizencon 2953 также есть панелька от CIG. Здесь в режиме Live, в живом режиме, разработчики занимаются художественной частью, с ними можно пообщаться, поговорить здесь. Может к ним подойти и дать им какие-то интересные идеи. Мы очень рады впервые за 4 года провести здесь Citizencon. Напоминаю, что в Лос-Анджелес это действительно в первый раз за 4 года. Последний раз он был в 2019 году. По идее, да. Рад, что вы все здесь находитесь. Надеюсь, вы все будете довольны сегодняшним шоу. Exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are the reason why things like Citizencon are possible. Обращение в первую очередь идет к тем, кто вот эти вот импровизированные лавки здесь поставил и презентует свои идеи, свои гильдии. We got Chrome, D-Seth, and D-Lefty. What's up, guys? How's it going? You know, it's been really great. Как дела? Это мой первый Citizencon. And so this is your first Citizencon. What were your expectations coming here? Like, did you Что вы ожидаете, придя сюда? What was kind of your bucket list, your wish list of what you hope? Какой у вас виш-лист есть? Лист пожеланий. Я жду Пайро. Но то, как все устроили, как все сделали, уже находится за пределами моих ожиданий. Все просто невероятно. Иногда это сложно в игру зайти и начать игру, понять игровой процесс. Что вы им посоветуете? Вы можете воспользоваться системой гайдов Star Citizen, она невероятная. Или вы можете обратиться к организациям, например, к тестам, ну, тест-сквадрон, да, имеется в виду, и они могут провести вас через игру. Awesome, thank you guys. Well, as I said, they're giving away some cool swag, so if you guys are here at Citizencon, если вы здесь на Citizencon, приходите, получите очень прикольный мерч. Citizencon начнется уже через несколько минут, непосредственно презентацию, и мы имеем еще немножко времени для того, чтобы... У нас есть еще немножко времени для того, чтобы пообщаться. Пообщаемся с Объединенной космической конфедерацией. What made you guys come up with such an intense lore-driven background for your org? У вас замечательный бэкграунд, как вы к этому пришли?
Yeah, I mean, it's a bold choice to go, you know what? We are anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick. So, but you guys are like slowly starting to make your way back into like polite society now that the messers are gone, now that we kind of have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? На самом деле, большую часть работы по созданию лора уже сделали сами циги, поэтому всем, о чем занимался, это выдергивал определенные части этого лора и использовал их в создании лора своей организации. Следующий вопрос. В каком направлении дальше вы планируете двигаться? У нас все будет замечательно. На этом все. Информационная часть здесь около нулевая, народ. В основном реклама, маркетинг, действительно. Вот, это не перевод, это уж вам говорит. Переходим обратно к Джареду. Крики. Крики зала. Спасибо, Сталин. Наконец-то кто-то объяснил, кто есть кто. Мы в LA. Вместе с сообществом. Джаред Хагли, креативный контент-директор. Сара, тогда будешь расшарить, потому что я не знаю качества других переводов. Если считаете, что мой перевод действительно хороший, то делитесь. И спасибо. Где мой папочка? А, вот он. Отлично. У нас несколько минут еще осталось до начала. Спасибо вам за то, что посетили наше пришоу. Поэтому мы решили немножко времени взять, пока оно было, для того, чтобы наши маркетинговые вот эти всякие штучки провести. Спасибо за то, что участвуете в этом всем. Будущее движка игры, полировки игры. Переходим к первой панели, и нас ждет там Крис. Имеется в виду, Крис будет все это презентовать. Кадры довольно счастливых бейкеров, игроков, возможно, гостей или людей, которые попали на это шоу случайно, хотя наверняка они здесь все по своему желанию. Радостные лица нас приветствуют. Продолжается проходочка по залу. Для тех, кто смотрит уже, смотрите, Крис говорит довольно размеренно, довольно интересно, интонационно, поэтому я не думаю, что какие-то проблемы у нас возникнут с объяснением того, чем он занимается. Хотя иногда он уходит очень сильно в прострацию, в околоигровое обсуждение, в какие-то недостижимые высоты идеи, поэтому мы постараемся его слушать, внимать, но при этом держать планку адекватности и ожиданий на необходимом уровне. Только что мы увидели лица бейкеров, игроков и не игроков, просто тех, кто прямо или косвенно участвует в тестировании, развитии проекта. Кто пришел сам или с друзьями. И это, в принципе, примерно тот контингент, который сейчас у нас присутствует в Star Citizen. Да, люди взрослые. Мы сами видим, что слишком юных людей или детей среди всех них нету.
Надеюсь, нам покажут что-то, от чего нам сорвет крышу. Я надеюсь, что нам крысу срывать не будет, и мы останемся в рамках, опять же, адекватности. Если нам даже что-то покажут, это не значит, что это будет реализовано. Многое могут запустить либо на локальных клиентах, либо в виде каких-то уникальной среды. Вот. Либо даже если что-то запустят и покажут, то это будет некая линейная последовательность, которая будет идеально работать в мире, в котором больше ничего не работает. Поэтому надо быть всегда осторожным и всего лишь знать, что да, в будущем мы с этим столкнемся, и это будет круто. А вот насколько, это уже вопрос. Я вижу в зале свободный стулья. Кто-то не купил билеты? Не. Есть зарезервированные места, это 100 пудов под разработчиков, випов. Есть места для людей, которые вышли из зала, там, может быть, в туалет ушли или еще куда-то. Еще плюс не забывайте, что есть комьюнити-борд, где вот эти вот ларьки стоят с представителями сообщества, и они банально не могут находиться одновременно в двух местах. Идет подготовка разработчиками с их презентации. Мы видели, что они выходили на сам у меня тоже такая масочка есть. Где-то валяется. Это, если что, контент-мейкеры. Их там что-то в районе 4 человек. 2 из них мы видим. Обычно они общаются на тему Star Citizen друг с другом по видеочату. Да, разработчики продолжают свои места занимать, причем некоторых из них я уже довольно давно не видел. В каком виде панель будет проходить? Скорее всего, на сцене будет находиться 1-2 человека, а сзади будет уже видеопрезентация того, о чем он говорит. Вот, то есть визуальная часть. Я не вижу, чтобы там у нас были установлены компьютеры, на которых, или там какие-то компьютерные системы, на которых они будут играться. Либо там 3-4 человека, которые управляют космическим кораблем или чем-то подобным. Возможно, у нас еще есть целых минут 5. Я не знаю, насколько они будут пунктуальными, но вот, все нормально. Пока что мы не выбиваемся из графика. Я не говорил о своих ожиданиях, но я их скажу. Надеюсь, они покажут что-то, что пробудит во всех интерес заходить в текущую версию игры. Интерес следить за игрой. Но самое главное, я жду, что они поставят точки более-менее понятные в тех местах, которые до конца не ясны, о которых на данный момент идут какие-то жесткие обсуждения или в которых у нас есть неясности. Я не люблю и категорически отрицаю выражение «в этой игре еще в 100 раз все переделают». Есть какие-то константные величины, которым разработчики должны придерживаться. Есть прыгающие числа, величины, непостоянные. Вот там могут быть какие-то изменения. Но я бы хотел, чтобы циги, CIG, разработчики зафиксировали в чуть более понятном смысле свои планы по разработке игры. Некий перформанс от игроков, потому что у нас до сих пор в игре есть Т-поза. Напишите в чате, есть ли у нас до сих пор Т-поза в играх, потому что я за последние десятки часов игры ни разу не видел подобных персонажей. Но, видимо, это дань истории. На одном из Citizencon я уже говорил, что Крис что-то обещает, и где-то на заднем фоне мы слышим хлопок. Это застрелился один из технических дизайнеров игры.
Т-поз нет, но по-прежнему на диван забраться... Да, я тоже Т-поз не вижу, и ребята делают ремарку. Видимо, их тоже в игре уже давно не было, но на Citizencon они могут пойти, потому что живут, например, в самом Лос-Анджелесе, хоть игрой они активно, может быть, не интересуются, и среди них наверняка есть хейтеры проекта или критики проекта. Но была возможность вечерком в выходной день потусить, почему бы нет. Время 20... Ну, у меня 20:00, у вас, соответственно, более адекватное время 19 или 21, или 22, или 18. Ну вот, начинается. Крис Робертс представляет вам первую панель. Давно не виделись. Well, hello, Citizencon 2953. Привет, Citizencon 2953. It's really good to be back in front of all you guys in person. Это реально круто быть лично перед вами всеми. It's so great to see so many of you, old faces, new faces. Рад видеть вас всех, старые лица, новые лица. I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some fun stuff here. There's the alleyway, seedy alleyways, the checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So Так, я погромче сделал. There's a dragonfly replica with a pyro paint job on. Get pictures taken. Я думаю, что вы уже были здесь, прошлись, увидели. Видели и Dragonfly, и их создателей, и eSports также видели. У нас также 50 компьютеров есть в отдельной специальной комнате, где вы можете испытать опыт игры в Pyro. And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details И я бы также хотел сказать, что некоторые выбранные люди, даже из числа тех, которые находятся здесь, будут отобраны для специального доступа на Pyro на следующей неделе. Я думаю, в этом году все будет особенно на этом Citizencon. Мы покажем какие-то вещи, которые просто взорвут вам мозг. Очень много вещей, связанных со Сквадроном 42, которые уже были введены. И вы увидите результаты всего этого в эти 2 дня. В следующем году очень много чего нового будет в игре, и это очень сильно изменит игровой опыт в Star Citizen. А в этом году до конца года еще там 3.21, какие-то дополнения, патчи. Я уже знаю, что есть уже обсуждение в сообществе. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated.
we're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Мы всегда Star Citizen is улучшаем out of alpha, и and вводим we're at 1.0 and новые below дополнения в and наши beyond. технологии. So, hang on. It's gone backwards now. It needs. Oh, come back. There you go. Вернись, Sorry. вернись. О, отлично. So, we thought this Citizencon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. Думаю, это Citizencon будет отличным местом, чтобы показать все новые технологии, которые мы можем и будем вводить в игру. Это касается графических технологий, аудиотехнологий, технологий, связанных с движком игры, и каких-то технических моментов, которые связаны как с Skill, так и с Star Citizen. И мы отдельно поговорим о специальных вещах, которые коснутся самого движка игры и того, что будет в будущем. У нас есть небольшое видео здесь, чтобы напомнить вам все, что у нас есть в Star Citizen. Потому что мы, наверное, не можем представить все, что мы делаем вместе. Давайте посмотрим видео. Все, что вы сейчас увидите, это было в игре уже сделано, без каких-либо загрузочных экранов. Дистанция между планетами была немножко убавлена для того, чтобы корректно все представить. Короче, in-game shot. Игровое пространство размером с Солнечную систему. 64-битный большой игровой движок. Обширный. Бесшовные переходы от космоса к поверхности. Microtech Stanton 4. Система Stanton. Полностью планеты, которую можно полностью изучить. Атмосферы на основе физики. С различным преломлением света. Поверхности планет генерируются на клиенте с различным уровнем детализации на сервере. New Babbage, столица Microtech. Переходы от экстерьера к интерьеру без дополнительных прогрузок. Смешанное наполнение локаций игроками и NPC. Физикализированный замерзший океан. Система перемещения между различными участками города в режиме реального времени.
полностью реализованы под взаимодействие и игру в команде из множества персонажей, игроков. Корабли с полным взаимодействием. Имеется в виду экстерьер, интерьер и различные части и механики корабля. Генерация биомов в режиме реального времени. Подземные локации. Локации, находящиеся под поверхностью. Добыча минералов и ресурсов. Ну или симуляция добычи минералов и ресурсов. Туман на поверхности полностью интегрирован в систему планеты. Солнечные лучи проходят через атмосферу. Преломляются от атмосферы. По поверхности с находящимися на них реками. Ну или поверхности, сформированными из-за движений в течение рек. Процедурная генерация поверхности на основе заранее установленных параметров. Тесселяция поверхности. Расслоение и соответствие разных слоев друг с другом по отношению к объекту, который на нем располагается. Тесселяцию попозже тоже обсудим. Динамичные планетарные ветра, которые включают физическую эмуляцию объектов, реакцию объектов на ветер. Первая неожиданность. Динамические экосистемы, генерируемая флора и фауна,
Генерация и рендеринг объемных облаков на поверхности планет. Бесшовный переход от поверхности в космос. Не все эти изменения мы, конечно, видели сейчас в игре. Скорее всего, CD это подготовили, но в игре этого нет. Это результат их трудов за прошедшее время. Елом, Луна Крусейдера, Стентон 2, система Стентон. Астероиды, сгенерируемые и рендеримые, проходящие через процесс рендеринга в реальном времени. Цикл дня и ночи. Но опять же, реал-тайм. В зависимости от местоположения планеты. По отношению к Солнцу. Crusader, Stanton 2. Система Stanton. Объемные облака размером с планету газовый гигант. Хорисон. Парящий город Крусейдером. Парящий облачный город Крусейдером. Летающие космические создания. Вторая неожиданность. Разноразмерные, объемные облака в космосе. Образование, облачное образование в космосе.
это, я так понимаю, врата. Нора, дырка. Третья неожиданность. Огромный, полностью возможный к изучению космос. Посещению, изучению, исследованию. Туманность или газовые скопления. Специальные шейдеры поверхности кожи. Amalgamated Pyrotechnic. Ruin Station, походу. Просто заброшенная станция, случайно. Пушковой точке. Pyro 3, система Pyro. Отражение солнечного света и теней на поверхности планеты. Симуляция динамического огня на основе воксельной сетки.
Тени от объемных облаков отражаются на поверхности планеты. Распалерию в видео очень достаточно, конечно, большое микрофриза. Симуляция эффекта воды от взаимодействия. Эффекты воды, основанные на физике. Разрушения, основанные на физике. Физические разрушения, короче. Эффекты взаимодействия с водой в режиме реального времени. Такой воды, если что, мы пока не видели особо. Симуляция одежды в режиме реал-тайм. Динамические повреждения и кровотечения. Ранения и кровотечения. Оранжевый. Кровь и пот. Да, спасибо. Кровь и пот. Я тоже заглядываюсь на картинку. И мне кажется, я что-то из текста тоже пропускал. Надеюсь, не слишком важные моменты. I think that sequence holds the record for the longest
spline in the history of computer games. I think we're close to Думаю, a это самая billion большая kilometers без traveled during that whole sequence. остановки So hats off to the engine team and supported by our съемка одним кадром в игре. Там миллионы километров пролетали за это время. Also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. Самое длинное, бесшовное And it's pretty stunning to think that I mean, hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But отдельное спасибо Педро Камачо за музыкальное сопровождение. Но все, что происходило внутри самого движка игры, без переходов, без загрузок, начиная с какой-то травинки, заканчивая пространством вокруг целой планеты. То масштаба, который мы делаем онлайн с полнофизической симуляцией, с искусственным интеллектом. Об этом и о прочем мы говорим с командой по технической командой, которая занимается этим. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about. Многие вещи, которые вы здесь видели, они симулировались в режиме реал-тайм, типа волос, которые и волос, которые были распущены по телу персонажа. Star Citizen over the next 12 months or so, and some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beauchesseau. Но прежде чем перейти к следующей части, я бы хотел представить вам одного человека. Он уже долгое время является командой, скорее всего. Хотел представить вам разработчиков из Монреаля, скорее всего, он имеет в виду команду Turbulent, которая полностью вошла в состав Cloud Imperium Games. Вместе с техническим руководителем Turbulent из Монреаля Судьи мы продолжим обсуждение. Я очень рад, что они есть у меня, у нас. Я хотел его представить вам, что мы будем делать в этом году и что будем делать в дальнейшем. Бен Уолл. All right, let's do it. Here's the clicker, or did you take your own? Yeah, that's good. Thank you. All right. Переключатель. Bonjour. Всем привет. Bonjour, Citizencon. We are so happy to be here. It's been so long to see you guys physically and just being able to interact. It's been fantastic so far, and we're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. So what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first, I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. При помощи ваших репортов и вашего присутствия довести постоянство до стабильности. All the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world.
То, что вы увидите в наших нескольких следующих панелях, это лучшее, что есть в мире по части технологий. That this game can be made, that this vision can be achieved. And so, without further ado, одна из важных деталей CIG является вера в то, что эта игра может быть реализована и возможно сделать. Он говорит это чуть ли не плача. Перечисляет разные игровые элементы. Все это новое. Если вы будете смотреть клип, вы увидите кое-какие изменения, потому что у нас были какие-то изменения, которые мы хотели вводить. Мы любим делиться процессом разработки, и то, что мы вам покажем, является как раз этим процессом того, что мы делимся с вами разработкой. Передает возможность говорить следующему спикеру. Всем привет, я Марко Курбетто. Корбетто, окей. Поговорим про Star Engine. Мы его создаем уже много лет. Наша цель сделать большую живую вселенную. Но это создание вселенной, это непросто. И невозможно все сделать все настолько бесшовным, да? Это не однопользовательская игра. И создание всего этого единовременно делает это гораздо более сложной задачей. Мы уже можем при помощи оптимизации поддерживать большое количество игроков на одном сервере, 100 серверов. И сервер меш будет еще больше. Изменение Star Engine включает в себя 64 хардвер потока, 200 единовременных потоков по части софтвера на программном уровне. Ну, идет перечисление того, что на слайдах написано. Около 200 единиц техники. Как каждый фрейм, имеется в виду каждый кадр включает в себя все эти детали. 200 единиц техники, 1000 персонажей, 2 миллиона физикализированных объектов, 100 тысяч генерируемых объектов на каждый кадр. Ну и возможность транслировать или показывать нам на одном фрейме огромные планеты. Одна из новых фишек, функций — это тени, отражаемые объемными облаками, и свет, проходящий через эти облака. Это особо важное для планет, на которых плохая погода. Туман на поверхности, полностью интегрирован в атмосферу, включая уменьшение количества света от объемных облаков. То есть объемные облака часть света подрезают, потом свет спускается ниже до поверхности, где уже присутствует этот туман, который сокращает количество света еще больше и создает необходимое отражение. Есть общее улучшение облаков, плюс наземного тумана и плюс солнечных лучей. Улучшение облаков. Ну, снова такая же тема. Туман и солнечные лучи.
Но самое лучшее, я хочу, чтобы все эти новые функции в следующий патч, релизный патч 3.22. Симуляция огня и рендеринг. Hi everyone. So I'm Mike Snowden. I'm the director of visual effects. And I'm Ali Brown, the director of graphics. Директор по визуальным эффектам. И Майк Шодл, директор по визуальным эффектам. Очень интересно будет вам показать динамический огонь. So dynamic fire is a driver for gameplay in both FPS and multi-crew experiences. Это касается и мультикрю геймплея, и режима FPS. Целью было создать очень опасный сценарий для игроков. Опасной ситуации для игроков. Okay, so how do fires start in Star Engine? Как работает огонь в Star Engine? And there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire and ever-present threat. Например, осечка оружия, If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area, взрыв от попадания damage to environment and и так player. далее. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by И в случае возникновения подобной ситуации появляются повреждения, и задача игрока минимизировать или как-то бороться против этих последствий. Это вызывает множество различных вызовов для игрока, в том числе и связанные с экипировкой, которые позволят им защититься от огня. Так и, например, использование средств тушения и изменение условий, в которых игрок находится. Это может быть как и множество способов, при котором можно бороться с огнем. Один из них, например, это огнетушитель или полное устранение огня из пораженного огнем помещения. Устранение воздуха из пораженного огнем помещения. Симуляция проходит по нескольким основным пунктам. Это физические объемы. Потом количество огня на каждый этот объем, например, на 1 кубометр. И тип распространения огня по типу материалов и содержимого в пространстве. Мы используем воксели для того, чтобы ввести поток этого огня и того, как он будет распространяться. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. Есть много способов взаимодействия с огнем. Это попадание воздуха через вентиляцию, количество и состав воздуха. И соответствующие изменения в зависимости от ситуации прямо как в реальной жизни. Мы также сфокусируемся отдельно на планетах. Это немножко иные вызовы, которые перед нами стоят. И нам надо будет те технологии, которые мы уже использовали, масштабировать. И это тоже представляет определенную сложность.
Вот как это выглядит визуально. Сначала у нас появляется непосредственно дым. Следующим шейдером, следующим слоем нам надо использовать линии появления огня. И далее это свечение и эффекты частиц. И далее добавляем свет. И на последнем этапе добавляем дым. Это объемный дым. Ну, туман, дым, окей. Ну и в завершение мы все это будем совместно помещать в игру. Есть система вокселей, которая передвигается по кораблю в зависимости от состава воздуха и поверхностей. Система вокселей активирует соответствующие слои, которые уже приводят в действие визуальный эффект, который вы в данном случае видите. Далее идет взаимодействие игрока с пораженной огнем поверхностями. Как игрок получает урон от огня, дыма и всего остального, так и огонь может быть потушен при использовании, например, определенного типа огнетушителя. Thanks very much, everyone. Thank you. Thanks a lot. Hello, everyone. I'm Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We wanted to look as good as possible, obviously. We wanted to look realistic. We wanted to be beautiful. We wanted to be in motion. Вода — это очень важная часть Star Citizen, и улучшение является одной из основных наших задач. Наша цель, чтобы наша вода выглядела настолько реалистично, насколько это возможно. Необходимо, чтобы все это постоянно было в движении и взаимодействовало с объектами, которые на нее могут влиять. Первое, что мы сделали, это улучшили шейдеры самой воды. Это при помощи системы последовательного шейдинга, освещение и рефракция основана на физике, интеграция взаимодействия с атмосферой или влияние атмосферы на воду, улучшенное отражение, перекрестные волны и пена, которая появляется при взаимодействии. Также мы видим отражение айсберга в воде. Мы видим, что он находится и под водой, и отражается. Здесь мы видим освещение воды. Особенно нравится этот кадр. And then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. Ну и освещение поверхности воды меняется в зависимости от того, насколько поверхность воды беспокойна и насколько большая глубина. Солнечные лучи влияют на цвет неба и, соответственно, отражается на водной глади. And from a distance, we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after. First of all, this is our lakes on Stanton 4. Это наши
Озера на Стентон 4. Это вода на Орисоне. Это Клео в системе Стентон. Видите, существенные изменения. В следующий раз я на стрим выйду в этой футболке, чтобы вы видели. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be Очень много работы необходимо проделать. Это и мультивзаимодействие, корректная симуляция множественных факторов, изменение поверхности воды, основанное на графической карте, и чтобы результат был высококачественным и при этом потреблял мало ресурсов. Если вы сейчас посмотрите, то при том, что вы наступаете на воду, то расходятся волны. И далее с выстрелами также. Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now, this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. Симуляция в гораздо больших масштабах требует множества разных пунктов. Симуляция воды в разных условиях и в разных локациях, и столкновение различных типов водных поверхностей друг с другом. Всю информацию, которую мы получаем, нам нужно отражать на воде. Ну, информацию имеется в виду по тому, что вокруг происходит. И мы хотим поддерживать большее количество входящей и находящей информации. То есть больше, чтобы вода на больше реагировала и больше результат выдавала. Влияние погоды и визуальных... влияние погоды на разные типы водных поверхностей, симуляция происходящего. Это имеется в виду то, что входящая информация. А исходящая информация — это то, как вода рендерится, какие эффекты непосредственно на воде при этом отражаются и как она это выдает. Здесь мы, допустим, двигаем сферу по воде. Но если мы возьмем сферу больше и будем ее двигать, то мы получим несколько иной результат. Я включу режим дебагинга, чтобы вы видели разные зоны воды. Вы видите, что здесь очень много разных зон. И мы можем провести симуляцию различных ситуаций друг с другом, и они будут друг с другом контактировать. Имеется в виду, большой шар провел, малый шар провел, волны от обоих этих шаров столкнулись и выдали какой-то третий результат. Как будет это выглядеть, если все двигать вместе? Как это будет выглядеть в игре? Я для вас проиграю, чтобы вы видели, как это все... Ну, включу видео для того, чтобы вы все это могли увидеть. Можете увидеть волны, которые за кораблем остаются, но с перспективы из кокпита, то есть если смотреть из кокпита, то на лобовом стекле остаются капли воды, которые
на него попадают от водной поверхности. Напоминаю вам, что это было input и output, то есть влияние на воду и ответ воды от влияния на нее. Взаимодействие с водой и обратное взаимодействие. Как визуализируется. Несколько графических улучшений, которые приходят, которые к нам вводятся. Это кровь, пот и слезы. Использование эффекта частиц для симуляции крови, пота и слез. Полностью динамичный. Это не просто анимированные текстуры. Это симуляция частиц на основе видеопроцессора. Изменение тона кожи в зависимости от происходящего. Это не анимация, это динамическая. Это не просто заскриптованная анимация, это полностью динамически генерируемые эффекты. Следующая вещь, о которой мы хотели поговорить, это шейдеры увеличителей. Линз. And we put a bit of glass on the front of it, but there was nothing really to tell you that it was a lens. So we've worked. Работает над тем, чтобы полностью изменить эту систему. И я вам быстрее покажу. Да, прицел, я понимаю. Видео я вам хотел показать, как это все выглядит. Если со стороны посмотреть. We've got a correct emulation of eye relief on the scope. So we have the blur, distortions, chromatic aberration. And then we also got support for полная симуляция, включающая в себя и всякого рода искажения и уменьшенного угла обзора при просмотре под определенным углом. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated into it, so it's really quite proud of that. Я еще не сдуваюсь, я еще живой, поэтому продолжаем. В 3.20 планируют релиз HDR. There's been some strong feedback about we want extra black level controls, so we're going to be adding that for you, so make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, 'cause it's not always a черный цвет и, соответственно, более глубокие тени. Это отображение объемов теней. Бесшовный переход от SDR к HDR на основе пиковых значений яркости HDR. Специальные настройки для этого. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin. Особым образом сосредоточились на создании натурального цвета, цветов и отображении натуральных цветов кожи. Next thing I want to mention, temporal upscaling. This has been something that's been asked for a long time, and we're proud to finally get it into your hands. Temporal upscaling, ну, временное увеличение разрешения. Уменьшение использования графического процессора при более высоких разрешениях. И игроки сами выбирают, что для них будет важнее.
То есть самостоятельно можно будет выбирать либо отсутствие сглаживания, либо TSSA, либо TSR. Большее качество, более стабильно. Вот апскейлинг и то, как это выглядит на разном разрешении. Числа здесь. И мы видим, что здесь мы получаем практически двукратный прирост производительности при использовании апскейлинга. В основном мы сосредоточимся на производительности непосредственно самого графического процессора, а потом уже на специальных hardware, software, техникой апскейлинга от NVIDIA и AMD. Прочие изменения связаны с рендерингом. Это тени, новые текстуры, смешение поверхностей. Здесь мы видим, что полностью отсутствуют тени. Это с карты теней. Но мы также видим, что вместе с отключением или появлением этой функции у нас меняется детализированность некоторых объектов. Например, цветов на переднем фоне. Немножко о планетах. Текстурирование виртуальных поверхностей. По большей части будут генерироваться поверхности на GPU, а не слияние или сетка поверхностей. Another benefit is that it's going to give us the ability to add more complicated logic on, so we can do more diverse and interesting terrain, like things like, we don't have beaches at the moment, we'll be able to achieve that. And there's other similar things where, based on the local conditions, we're able to do more advanced decision making. В зависимости от конкретных ситуаций будет использоваться различный набор решений, которые вы сможете заметить в игре. Будущее планет. Система. We also have to integrate it with our harvestable system, the resource system, and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical-based system, which what that means is we'll be able to use nearby. Система рассеивания, но при этом указывает, что 100% будет она присутствовать на GPU. Это имеется в виду то, как объекты будут распределены по поверхности. Будущее планет, опять же. Основная цель — сделать генерацию планет быстрее, проще и более уникальной. Сделать возможность репликации сложных натуральных процессов, таких как, например, климат, геология, эрозия, воздействие человека на поверхности планеты. Ну и технический способ реализации этого через различные внешние инструменты, Гудини и Trident, например. Добавим определенные слои для того, чтобы посмотреть, как изменяется итоговый результат. В зависимости от дальности планет, получаемых входящей водной информации, которая может повлиять на формирование биомов на планете, например. И далее мы в рамках одной планеты уже категоризируем влажность, температуру,
И далее некий общий шум, скажем так. Это имеет в виду скорее как рассеивание или рандом. Перераспределяет результат и делает его более натуральным. Мы на данный момент находимся на ранних днях работы с этой системой. Но при этом это не расходует много ресурсов и, в принципе, более легкая система для использования. Очень ранний прототип. Еще много улучшений надо сделать. Это проекция сферы. Это прямой ореол. So the last thing I wanted to talk about today is our Gen 12 renderer and Vulkan. This has been ongoing for quite some time, taking a lot longer than we would have liked, but we're finally getting новый бэкэнд для рендеринга Gen 12 системы Vulkan. Ускорение самой системы, лучший контроль памяти, видеопамяти. И цель добиться двухкратного увеличения производительности рендеринга на центральном процессоре. Ну и последние апдейты касаются рейтрейсинга на видеоадаптере, на видеопроцессоре. Здесь мы видим уже кадры с рендерингом через новую систему Vulkan. So, like I said, one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware. Очень интересная вещь, которую мы пытаемся имплементировать, ввести через Vulkan. Это освещение. Hi, I'm Ben Parry, and this is Global Illumination. Привет, я Бен Парри. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully online, we've got у нас рендеринг через Vulkan уже полностью находится в работе, работает. И работаем над поддержкой некоторых функций со стороны видеокарты. И мы можем приступить к апдейту системы глобального освещения. Я бы хотел упростить некоторые вещи, чтобы объяснить. Например, это глобальное освещение. Что это такое? Всего есть 3 источника света. Это прямой свет, это не глобальное освещение. Далее это отражение глобального освещения. Ну и далее снова. И все 3 из этих систем создают общий эффект освещения, то, что он уже может назвать глобальным освещением. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool. Рассеянный свет сперва нам показывает. И систему рейтрейсинга глобального освещения. Третья часть глосси — это блики. То есть рассеивание, блики и прямой свет. Вот. Все вместе это создает систему глобального освещения. Здесь нам показывают то, что было, и новая система лучей в глобальном освещении. Да.
На данный момент новая. So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite close to it. Как мы создаем глобальное освещение? В основном Since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse, smooth signal. This also means that we get в основном на основе AMD GL 1.0. Мы пытаемся сделать, упростить систему для интеграции в мир настолько, насколько это возможно. Мы делаем множество попыток для того, чтобы получить результат. Это без системы GA, это система геометрии распределения лучей. Техническое изображение того, как свет распределяется в этой зоне. Технический просмотр, да, можно так сказать. So going back to the scene, this is the old system. So you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Вы видите, что в центре сцена не очень хорошо освещена, но все вокруг довольно нормально освещено. Ну, из-за матового шара. Мы хотим переделать эту систему до 25 тысяч. And then we interpolate that to provide like a smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. Не знаю, рассеивание, наверное, точек. И мы видим результат до и после. So, what else does it do? Well, because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. Ooh. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. So we'll do a side-by-side comparison on this. Из-за того, что эта система работает в режиме реального времени, мы можем использовать And we did have live updating, as you can see in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, систему изменения цвета, можно так сказать. То, как это работало раньше, то, как работает сейчас, как именно отдельный световой источник влияет на пространство. Вот. So yeah, there's two really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. First off, cockpit brightness. Проблемы Star Citizen. Яркость кокпита. At the moment, we capture that cockpit probe in a separate что я думаю, видим and then we мы don't здесь update на it as you're flying around. So изображении you're not сейчас. going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't have a picture for this, but cargo Иная bays, проблема sometimes they're light, you это bounce освещение somewhere dark, you open up the doors, and now грузового you've just got отсека. this weird little light room with nothing spilling out of it. То, как внешний свет влияет на свет, который находится в кокпите, либо в грузовом отсеке корабля. Мы видим, что в нашей новой системе эта система немножко помогает нам улучшить ситуацию. И
чуть более реально распределять освещение. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware ray tracing and it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing or seeing for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's Перед ними есть новые вызовы и проблемы, creating a new high bar. но они продолжают пробовать, и они используют точки для распределения света вместо того, чтобы использовать просто рендеринг направления лучей на GPU или, соответственно, CPU. So this is just the old one and the new one so that you can see the problems. Like, just it's overly. Вы можете видеть подобную проблему на старой новой системой наглядно. And now this is what Star Citizen would have looked like if we released it on the PS1. Вот как бы Star Citizen выглядел, если бы его зарелизили на PS1. Корабля нет, но мы можем поместить динамический объект туда, чтобы посмотреть на изменение света. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system. Мы используем в центре на программном GI ту же самую систему и также 25 тысяч проб точек. Имеется в виду, что они пытаются найти наилучший вариант между hardware и software реализации освещения. Hardware, трейсинг световых потоков, он хорош, но ресурсов много потребляет. А software, он сложнее, с ним приходится работать, и им предстоит очень много работать с этим. В будущем им предстоит работать с глянцевыми поверхностями, с прозрачными поверхностями, с глянцевым отражением, точнее, с прозрачными поверхностями, системой GI в тумане. We've got giant scenes, we've got a ridiculous scale on some things, and we've got plans to make sure that this GI extends to handle that full scale. Ну и все это подвести к размерам мира Star Citizen. Next up, we've got Star Clock with Chris Rain. Hello, everyone. Hi. Всем привет. I am Chris Rain, and I would like to show you not one, not two, but three new physics of our physics engine. Хотел показать не один, не два, но несколько, три новых физики в Star Citizen. Это симуляция одежды вот в коротком видео. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. Вы можете видеть, как одежда взаимодействует с поверхностью, землей. You can see multiple layers of cloth. Вы можете увидеть множество слоев одежды. Cloth gets influenced from wind. И and has accurate collisions with the player's даже body. Ветер может повлиять на одежду, вызывая его там столкновение друг с другом разных слоев. We now have support for collisions from dynamic objects. Столкновение с различными динамичными объектами. You can play football in any outfit. Вы можете играть в футбол в любой одежде. StarCloth supports the full range of motion a human can make. Система StarCloth поддерживает полный спектр движений.
StarCloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion to projectile impacts and collisions. Технической части нашего движка, физической части нашего движка. Он довольно оптимизирован, он иммерсивный, и в него можно верить, он правдоподобный. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes справа это просто что-то очень красивое, но не предназначенное для симуляции. То, что мы сделали слева, мы решили сделать визуальную сетку, которая может сделать объект возможным для симуляции. И мы решили сделать подобную сетку на различные типы экипировки для того, чтобы сделать возможным ее взаимодействие. При разработке этой системы мы старались убедиться в том, что любые столкновения материалов корректные и не конфликтуют. То же самое касается и статического окружения. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the endpoints. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Мы используем некую выпуклую капсулу для того, чтобы симулировать возможность взаимодействия системы StarClass с динамическими объектами. Например, чтобы использовалась более точная модель анатомии тела персонажа. An additional benefit of tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Один из плюсов таких выпуклых капсул заключается в том, что вычисление взаимодействия одежды с телом вычисляется быстрее и эффективнее. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate than the game updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. Симуляция работает на частоте 120 кадров в секунду. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. Если, например, игра работает на частоте 120 кадров в секунду, то мы симулируем местоположение одежды мы симулируем раз в 120 FPS. Если игра идет на 60 FPS, соответственно, симулируем 2 раза, 30, 4 раза и так далее. Полное обнаружение столкновений текстур и исправление местоположений примерно каждые 8 миллисекунд при этом достигается.
Thank you. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket that lies on top of the pants, as you can see in the image above. Плотных тканей. Очень сложно корректно симулировать. Ну или ткани, которые очень плотно одеты. Не плотные ткани, а ткани, которые плотно прилегают. Мы посмотрим сейчас. Вот мы симулируем в режиме реального времени плотность ткани. Сейчас рендеринг без этой технологии. Ну и теперь та же самая сцена, когда эта система работает. Ну, скорее всего, это симуляция того, насколько плотно одежда прилегает к телу персонажа. To be continued, tomorrow, much more can be seen about StarCloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. So, следующая система Starhair. Звездные волосы. Реалистичная и высокоточная симуляция волос. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Волосы прикреплены к голове, и когда голова движется, волосы тоже двигаются. И это вызывает определенные проблемы при взаимодействии с внешним миром, когда что-то помимо с ними взаимодействует, взрывы, движения или еще что-то. Это сырая геометрия того, что вы увидели на прошлом изображении. Это геометрия волоса. Один отдельный волос изолирован от другой. Мы можем использовать нашу симуляцию одежды и симулировать объект как кусок текстиля. Одежды. And their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engine. Но слишком много объектов, которые будет сложно симулировать даже для нашей высокооптимизированной системы одежды. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. Поэтому мы используем простые линии для того, чтобы симулировать это, вот эти тонкие желтые линии, которые вы видите. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. Визуальная геометрия основана на треугольной сетке. У них нет концепта ориентации, и каждый сегмент действует как единое целое и не может реагировать на симуляцию другого сегмента. Имеется в виду, разные сегменты друг с другом прям так жестко не симулируют, как должны. A Cossarat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear, exactly what we need. Hair also needs exact collision detection
Волосам также требуется точное обнаружение мест столкновения, сопряжения волос. То, что вы видите, это очень ранний прототип того, как симуляция должна выглядеть. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Это тестирование различных движений головой для того, чтобы просмотреть, как реагируют волосы. Что-то они шарами возят везде сегодня. Шары катают. We will have characters being able to run their hands through their hair and have the hair react realistically. Мы хотим иметь возможность, чтобы персонаж двигал своими пальцами сквозь волосы, руками сквозь волосы, и волосы реагировали на это реалистично. Actually, being a bald man, this was very touching moment for me when I made this video. Толстеньким человеком немножко сложно двигать все это. Thank you. Thank you. Next, I would like to introduce Maelstrom, our physically based destruction system. Следующее, что я хочу показать, это система повреждения и уничтожения, основанная на физике. See the water splashes? Видите всплески воды? We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. So we decided to move away from hit point pools or other abstract models to simulate damage, but rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. Симуляции для того, чтобы была возможность structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, electric items should still function. This means Maelstrom was needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. Система Maelstrom. From the hierarchical representation of the geometry we want to break off to the same hierarchy. Система повреждения, основанная на физике. И чтобы была иерархия повреждений. То есть, когда мы что-то отстреливаем, то отстреливается целиком весь кусок со всем, что на нем находится. А далее он уже деассемблируется, то есть разделяется на куски и разваливается. Она должна быть, система должна быть легкой и дружелюбной к художникам. А также к той системе, которая на данный момент есть. То есть должна работать вместе, допустим, с Persistent Entity Streaming, стриминг постоянства сущностей. Каждая зона с физической геометрией на данный момент имеет уникальный идентификатор.
параметры физические параметры материалов. И все это привязано к визуальной геометрии. Привязка к визуальной геометрии. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impacts or energy. Напоминаю, что Geometry Instance — это то, что находится на бэк-сервисе. Мы этого не видим. Поэтому привязка к визуальной физической геометрии здесь идет отдельным пунктом. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity Мы также хотим отслеживать we know which взаимодействие с какой частью происходит с точки зрения физики, какой в иерархии сущности является сущность, с которой происходит взаимодействие, насколько этот кусок в иерархии высок. Для того, чтобы сделать эту систему возможной, мы сделали кластеры разрушения. Набор физической геометрии связан с визуальной геометрией, которая может быть сломана. They also embed the hierarchy of all animated joints, and they also embed the hierarchy of all physical geometries. У всех кластеров есть свой уникальный ID, который является постоянным. У всей этой системы присутствует иерархия и некая форма в графе, место в графе. И, собственно, здесь мы видим типы кластеров и привязку к этим кластерам различных сущностей, то есть сущностей на разных уровнях. То есть это кластер привязан к какой-то сущности высокой иерархии, под ним находятся сущности меньшей иерархии. При взаимодействии с общим кластером сначала происходит действие общего кластера, а далее это распространяется на меньшие частицы. Мы хотим найти лучший способ легче и более эффективно использовать эту систему. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. Не знаю, походу, некие консольные лучи, на которых основан Maelstrom. Part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress. И в данном случае имеется в виду, это некая структура с фиксированной поддержкой снизу и свободной к изменению верхней частью. То есть внизу он как-то закреплен, и наверху он никак не закреплен. Ну или это подразумевается в виду в системном коде, что он на низком уровне закреплен. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. A wing attached to the body has a rather large connecting surface area compared to the surface area calculated for the stabilizer. Логика такая, что начало крыла имеет большую точку соединения с общим телом корабля, нежели конец крыла, то есть точка крепления. Консольная логика. Over time, this stress turns into strain, and if we reach a certain threshold, the beam snaps. The result, simple, efficient, and deterministic breakability. But this is not just about ships and buildings that you saw in the videos before.
Ну, в итоге мы хотим создать системное правило, чтобы это использовалось везде. Вот системное использование как раз нам сейчас видео и показывает. Ситуация другая. Реакция укрытия, по которому стреляют, то же самое. Разлетается исключительно та часть, в первую очередь та часть, которая не закреплена. Вот. При этом та часть, которая закреплена, она является менее поддержанной воздействию извне. Основание, скажем так. Физические параметры материала влияют на урон и то, как объект ломается. Далее перечисляются те параметры, из которых может физически составлять объект, который может влиять на то, как будет повреждаться и разрушаться этот объект. Это какие-то вводные параметры, которые задает разработчик, либо параметры более понятные нам, это материалы, из которых объект состоит, или его плотность. So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Передает презентацию дальше. Great. Thank you. All right. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, я не он, но я чувствую, что это изменит. Okay. So we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game. Он не тот человек, который должен договориться, но он говорит, что это действительно изменит игровой опыт. Потому что разработчики типа все это уже видел. Для меня это не должно быть удивительным. Hi Citizencon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. С улучшением аудиотехнологий мы наблюдаем за тем, насколько по части погружения эмоционального отклика это влияет на игроков. Например, когда вы находитесь в бою, вы должны ощутить действительную опасность, реальную опасность. С другой стороны, если что-то где-то происходит, мы должны донести это до игрока, даже если он находится где-то внутри корабля. Ну, далеко в глубине корабля. Давайте посмотрим на некоторые из технологий, которые будут. Давайте сначала посмотрим на звук выстрелов без эффектов. Без новых звуковых эффектов. Мы хотим пойти дальше и придать этому больше объем. Сжатие передает ощущение силы выстрела. Отдача, ну, как бы вот этот вот дополнительный звук, который происходит после эха. Реверберацию, окей. Назовем это реверберацией. Раньше они так называли. Без новых аудиоэффектов. Выстрел корабельного вооружения.
But it's not just about feeling powerful. Changes in audio can create a sense of danger, of being out on your own. Изменения в аудио могут также изменить ощущение опасности. Нормальный режим. Sounds good. But what if you wanted a little more realism? Но что, если мы добавим немножко реализма? Естественно, ничего не будет слышно. Ладно, я не сдержался, извините. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time. And a nice use of that technology is to provide a more realistic Система звука, которую мы вводим, она делает гораздо более легким масштабные изменения типов звука. Вот ваше собственное оружие резонирует по всему корпусу вашего корабля. И ощущается... Уровень опасности ощущается выше, в особенности, когда противник стреляет. Making these changes creates space in the audio, both spectrally and temporally. Создавая эти изменения, создается объем в звуке. This realistic mode isn't limited to the flight experience. It's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. FPS-бой в зоне с отсутствием воздуха. В зоне декомпрессии. Отсутствие воздуха. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different color. В этом реалистичном режиме у нас есть ощущение изоляции. И, соответственно, иной игровой опыт. Player breathing and foley are exaggerated, and other sounds are transmitted through physical contact. Ну и звучание физического контакта и дыхание совершенно иным образом отражается на нашем ощущении происходящего. That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. All right. Отлично. Hello, everyone. Всем привет. So, persistent entity streaming, replication layer and beyond. My name is Paul Reinder. I'm director for online technology. Paul Reinder. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. Поговорим о постоянстве стриминга сущностей и репликационном слое. Показать вам кое-что в этой технологии. Лучший способ показать вам то, как это работает, это сделать вам живую демонстрацию, то, что я хочу сделать. Не буду делать то, что мы делали 2 года назад, разные слайды, переключения, техническая информация. Все это будет вживую, поэтому извините меня за любые ошибки, глюки. Прежде чем мы начнем, объясню, что вы здесь видите. Давайте все запустим. Так, будет ошибка, нет? Ну, по крайней мере, не Крис. С левой стороны. Мы видим рендеринг сервера. Ну, короче, клиент с левой стороны и второй клиент он запускает еще. This is live, all right. So again, on this side you see the client. В этой стороне вы видите клиент. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. One more time.
Неправильно он начал. On this side, you see the server renderer, which is С этой currently стороны вы видите has рендеринг nothing сервера. streamed in. I'm showing a Там small сейчас ничего не стримится demonstration внутри. level. Это And on небольшой this уровень side, you see the демонстрации. entity graph, И which с этой is our стороны вы online видите database. сущность, That is граф сущностей. powering what you see in persistent streaming, what you play since 3.18. Она And I показывает вам, also have что some вы играете metrics в on the screen, 3.18. which shows the entity graph worker, the requests per minute, per Здесь second, the нам показывает, mutations, как работает and you also will see entities created and destroyed once I do that. стриминг сущностей. Дальше вот в этих маленьких окошечках в графах. Wait for my client to come up and join this Ждем, пока level. мой клиент включится, и зайдем на игровой уровень. So the first thing that will happen when I join что this level, случится, you will see on that server everything streams in, Вы видите, что все and my появляется, client стримится, gets connected and also streams и in мой everything on клиент the client. соединен, и все What would стримится, happen все, on что вокруг вас. the behind the scenes is that my Все, что player происходит за just got unstowed into экраном, that chart, and we at real time created появляется everything for this player. So you will see his body is сущности, attached to the player. You и will see his mobi-glass, his то, head как все with с all друг his другом взаимосвязано. customizations, his undersuit, and then all his есть персонаж, customizations as well on the undersuit. космокостюм, моби-глаз и все, что What к ним you also see is прикреплено. that this Но также player вы видите, just что got этот игрок unstowed and attached to a static zone прикреплен object container. к определенной And this is зоне how our объект zone контейнера. system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones: purple, green, and red. And each zone На сервере comes with its own присутствует 3 зоны: coordinate system фиолетовая, and its own зеленая, physical grid. And красная. this is how we actually И на всех on 3 live зонах своя do, система координат и zone свои transitions физические параметры. between your ship, Тот, empty как выглядит space, space переход station, между or вашим planet. кораблем, космической станцией And you и will see, пространством. as I walk between those Вы zones, видите, как только я перехожу между I этими will зонами, at real time update it in that entity graph. он And в this all режиме happens seamless. So live for a client, this is completely обновляется transparent. You entity don't graph. notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is Но very вот что unique to our происходит, engine. когда вы No other заходите engine has в this и zone из system, and корабля. that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. Эта технология используется во всех видео, которые вы видели ранее. Это переход и выход в разные зоны, между зонами. Используется эта технология. Все это работа с датабазой, с баз данных. Pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So сначала объект создается в базе данных, и далее он реплицируется в пространство при помощи репликационного слоя. Сначала он появляется в репликационном слое, и после того, как мы инициализируем его, он появляется на репликационном слое, и при помощи него также появляется на непосредственно в физической зоне. Переход одного из этих объектов между различными зонами. То же самое работает с кораблями и с другими сущностями. Вы видите здесь этот багги, он уже прикреплен к этой зоне, и к нему тоже что-то прикреплено. И это всего лишь мой маленький демонстрационный уровень здесь. В режиме Live у нас 600 тысяч до 600 тысяч объектов, которые прикреплены всего лишь к одному объекту, пространству. Это удивительная технология. В следующий раз я хотел бы поговорить. Следующее, о чем бы хотел поговорить, это наша система стриминга, выгрузки информации. Geometry, we actually stream entities, and we do stream persistent entities. Мы стримим не просто геометрию, но мы стримим и сущность целиком. If I walk over to the red area, you will see that the purple area will красную stream зону out together with all the вы видите, entities on that server.
фиолетовая зона полностью будет выгружена и не будет стримиться. Но если я перейду в зеленую зону, фиолетовая зона полностью выгрузится, и вы сможете ее увидеть. Ко мне сейчас присоединится второй игрок, Бенвай. Я думаю, я вижу его. Привет, Бен. Sorry. Nice. All right. I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing, and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service. And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected. Мой клиент не напрямую связан с сервером. Мой клиент связан с репликационным слоем, и сервер связан с репликационным слоем. И на репликационном слое происходит все, что должен ждать сервер, либо мой клиент. Has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. Давайте проверим, как все это работает. Это альфа, могут быть какие-то баги, есть какие-то баги. Давайте посмотрим, что будет, если я убью свой сервер здесь. Консоль моего сервера, просто закроем его. Да, в этом случае вы увидите 30к. Вы можете немножко ходить, объекты двигаются, я могу по ним стрелять, но мир реально находится в замороженном виде. Но я не дисконнектен, потому что я соединен с репликационным слоем, а не с сервером, который был выключен. Как вы видите, теперь, когда сервер вернулся, он восстановил состояние. И после того, как состояние восстановлено, и симуляция продолжается. Это очень важная технология. Это очень важная часть работы с репликационным слоем. Давайте попробуем еще раз эту систему. Мы отключим наш сервер. Но в этот раз кое-что иначе я сделаю. Давайте остановим этот сервер. Перезапустим. This will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible complicated tech we hear. Технического инструмента, что он работает локально, исключительно на этом компьютере и может контролировать запуск и отключение. Давайте подождем, посмотрим, что случится. Отлично, симуляция продолжается. Но то, что произошло. I no longer have one server connected. Я более соединен не к одному серверу. Я соединен к 3 серверам. So what you guys see here, то, что вы здесь видите, this is the very first version это самая первая версия работы сервер-мешинга.
All right. So now I'm going to explain a little bit how this magic works, because it is Давайте truly объясним немножко, как эта магия работает, потому что это реально магия. Each server, when it came up, Каждый сервер, когда он and the появляется, replication layer realized there are 3 и servers, we репликационный assigned слой different понимает, zones что to those servers, and we said, okay, это 3 разных server сервера, 1, you are the authority он over назначает the purple area. каждому серверу отдельную Server зону. 2, you are the authority over the green area. Сервер 1 ты And the ответственен last за server is фиолетовую, сервер 2 за authoritative over зеленую, the и red сервер 3 ты area. ответственен за красную зону. You can still see that those servers have all those entities replicated, Вы видите, что все эти but сервера only имеют все the эти entities within their zone are сущности actually реплицированными, authoritative on that server. So но только те while сущности, I'm которые in the физически green там zone находятся, at the moment, находятся под подчинением my этого entity сервера. is simulated on that green server and just replicated Мои on the сущности other server. And now, as I находится transition и between прикреплена those к одному zones, серверу, но see она отображается на that on других, that green server, I реплицируется на just другие lost сервера. authority, and on that purple server, I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, Мой this персонаж completely реплицирован на обеих works серверах. seamless. And again, let's do По that a этой couple of причине times. You see on my переход client here, осуществляется полностью I don't notice бесшовно, anything. не ощущается. This all happens behind the scene. Все это происходит And this вне. doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object Поле нашего зрения. authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. Вы даже видите, что сущности, которые переходят из одной зоны в другую, они переходят And not only that, незаметно I can для also нас. interact with entities that are on the other side. So if I go on the green zone, for example, and I shoot this, I can still shoot that purple entity. Но даже находясь в другой зоне, я могу взаимодействовать с сущностями, которые находятся в другой зоне. There you go. Always fun to blow stuff up, right? All right. So there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed mode. Более интересные вещи. Я создам новый багги. Когда я иду в этот багги, I will become part of the aggregate, and that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving the buggy, is always authoritative мой багги on the same будут server. менять So you can see, свою принадлежность as I вместе. drive around with this buggy between the zones, Вы видите, I если will я перехожу с одной switch зоны в between the другую, different servers. переезжаю с одного сервера на другой. All right. But there's more to this. So remember when I turned Они on the меняют свою streaming earlier, принадлежность вместе. the same streaming mechanics work here as well. Like obviously in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here, and you will see that Проблема в том, что у нас 3 разных сервера работают, и на все 3 сервера нужно стримить объекты и их изменения, изменения. Поэтому я хочу включить систему стриминга сейчас и посмотреть, что будет. Что будет с этой фиолетовой зоной, если я проеду... Что будет с фиолетовой зоной, если я... Что будет с фиолетовой зоной, если я проеду в красную? Вот Бен тоже ко мне переходит. Вы видите, что никого на сервере нету. Ну и типа, если мы переходим в зону, которая никем не используется, или если никого на этой зоне нету, то может быть выгружено. And you will also see, as I drive back into the green area, I will дефизикализировано. reappear on that purple server. And this obviously works on Это ранняя the other версия side as well. этой технологии, Let's get напоминаю. a couple more player join. I have a couple Давайте more немножко больше QA игроков к нам присоединится. in the back, so you can just see the whole thing running at live. Вы увидите, что они все бегают в режиме live. Get out of this buggy.
And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. And you can see this, the green server, здесь вы можете увидеть, какие клиенты непосредственно реплицируются на этих серверах, а какие клиенты принадлежат этим серверам. Имеется в виду, что то, что мы видим, проходит на соседнем сервере, это репликация для нас. А то, что происходит у нас на сервере, или мы, если в этой зоне находимся, то мы принадлежим типа к этому серверу. So yes, this is pretty much it. I hope you guys enjoyed this. It has been a long time to come to this point. Очень много времени заняло, чтобы дойти до этой точки. I just can't put in words how much tech and Я просто не могу описать словами, как много технологий и работы мы вложили в это. Большое, да, очень большое участие Криса, технической команды и остальных команд для того, чтобы этого достичь. Это было очень долгое путешествие, чтобы дойти до этого. Я должен сказать, команда сделала невероятную работу. Они работали очень усердно, 4-5 лет. То, как репликационный слой работает, то, как мы можем тасовать эти сервера, это просто гениально. Первый раз, когда я это увидел, 3 недели назад, полностью, я заплакал. Мы сделали это. И мы бы не могли всего этого сделать без вашей поддержки. Нам потребовалось время, мы реально это сделали. Большое вам спасибо. Невероятно сложно довести до вас до невероятного. Вот что нам нужно было для ММО, ребят. Thank you, guys. Thank you. 33 352 зрителя на трансляции Citizencon. Жаред нам вернулся в расфокусе. What is up, everyone? We are back here on the Citizencon show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff working. We're here at the Atmo Fight or Flight area. Отлично, сейчас буду рассказывать про мои обожаемые Atmo eSports. Очень важные ребята, о которых я вам могу рассказать больше, чем они могут рассказать о себе. В связи с этим я беру законную паузу на 3 минуты, чтобы посмотреть на звезды, подумать о мире, сбросить, как говорится, слезу со своих глаз и вернуться обратно к вам. I think it's a great opportunity for the community to showcase the PvP in the Star Citizen community. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. I'm gonna beat him. Good mindsets. Preferred dogfighting ship? The Arrow. Definitely the Ghost, Hornet Ghost. All right. Advice to people learning dogfighting in Star Citizen? Nose to the grindstone, go hard at it. Yeah, don't be afraid. Just jump into Arena Commander and just put in the hours. It's a lot of fun, worth it. All right. Where can people follow you guys? Twitch and Twitter, LazyB_. Yeah, same thing. Twitch, Bognagus. All right. And, you know, a lot of tension, a lot of animosity. Say something nice about your opponent. He's got a great mustache. I'm going to feel really bad blowing him up. All right, guys. Well, that is it for Atmo Fight or Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the Citizencon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. See you guys then.
Hello. И я снова с вами. I'm Thorsten Leimann, lead systems designer for the EUPU team, and ведущий дизайнер европейской команды по постоянной вселенной. That we are working on for quite a while already. We already talked about it several times, but this time it will be a little bit different. В этот раз мы расскажем вам немножко иное. иное. Before we start jumping into the presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me. То, что вы здесь увидите, это в основном временные элементы. Вы увидите здесь также геймплей, сфокусированный на этих элементах. Тема, напоминаю, Fix It Flight, то есть ремонт и полеты. Ну, начнем с самой презентации. About the resource network already, but let's do a brief recap. We will be talking here about our technology, that is resource network, and the engineering gameplay that can be called child of the resource network. The engineering task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Во всей игре. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Напоминаю, у нас есть выражение resource management, да? Это управление системами корабля. Да? Возможно, они непосредственно с этого начнут. Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the resource network. Программер геймплея. So what is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous То есть сеть ресурсов, можно так тоже сказать. Технология. Это изменение предыдущей устаревшей системы, естественно. Вы можете на картинке увидеть, что это некая сеть связей. Это имеет очень глобальный глобально влияет на все элементы геймплея. Я постараюсь его тоже слушать, народ. Очень тихо человечек говорит. So, hello again. So, as a crew member of a ship как член or as a экипажа person корабля managing an outpost, you have several responsibilities. Или человека на аутпосте, у вас есть могут быть разные. Вы можете быть ответственны за разное. Можете взять на себя все обязательства, либо разделить их между другими. Настройка, подготовить компоненты вашего корабля, подготовка, настройка разных компонентов вашего корабля. Различные действия, которые необходимы для того, чтобы добиться большей эффективности ваших компонентов. Следующая деятельность — это поддержка, это контроль поддержки и повреждений компонентов. Как механик вам нужно быть уверенным, что все работает, и вам нужно снизить его износ и поломки. Regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. Давайте покажем вам какие-то моменты, которые вы уже можете сделать, или которые у вас будет возможность сделать. Это игровая механика, которая уже в игре есть. Но геймплей, инженерный геймплей связан с этим очень сильно.
Сейчас я возьму движок Гладиуса для того, чтобы использовать его для своих целей. Все это, конечно, опционально, вы можете продать этот предмет, ну или собрать его в будущем для себя, разобрать. Или assembly, или deassembly, я не раз. You might get the glimpse of a debug UI. So there's the Fury now coming. I activated the debug UI to show you the health state of each item. Я активировал систему дебага для того, чтобы показать вам систему статуса каждого объекта. У него полностью уничтожен генератор счетов, и сейчас я планирую достать из него генератор энергии, и я планирую его отремонтировать. Он частично был поврежден. И вы сейчас видите, что этот интерфейс, дебаг интерфейс, он позволяет нам показать статус всех объектов. Ну, имеется в виду зеленая полосочка до конца, это хитпоинты. И здесь же я заменю полностью испорченный генератор счетов на тот, который я снял с Гладиуса. После всех этих после ремонтных работ, которые были сделаны, корабль снова полностью оперируемый, и он может быть снова лететь. Может снова лететь. Быстрая топоза у игрока, между прочим, не НПЦ. Такой пит-стоп нам показали. Управление. Контроль распределения энергии и принятие взвешенных решений, скажем так. На основе полученной информации. Принятие решений на основе полученной информации. Давайте посмотрим на другое видео. Это первые шаги в инженерном геймплее. Давайте посмотрим на обзор объектов. Это всего лишь тестовый режим. Мы видим, что линии связаны друг с другом. Точнее, это цепь питания. И цепи питания связаны с компонентами. Вы можете увидеть текущий статус объектов. Используется ли он на данный момент или нет. И текущий статус их использования, например, потому что они заряжаются. Можете выбрать эти предметы или включить, или можете переключить их даже. You will also see that the amount of fuses that are still active and because a relay consists of several fuses, basically they are their own set of lives. And here you see all the details. You can click on the items to see a 3D render of the power plant here. При просмотре различных компонентов вы можете просмотреть его текущий статус и его статус связи, цепь, в которой он находится, функционирует ли она или нет. Как только какой-то транзистор испорчен или сломан, мы это сразу видим на отображении интерфейса инжиниринга. И здесь мы видим power plant, энергоустановку. Я использую инструмент для того, чтобы отремонтировать энергоустановку, чтобы она снова была рабочей.
Смотрите также на двери, они тоже здесь полностью отображаются. Вы также можете видеть передвижение игроков по вашим кораблям. Ну или, допустим, контролировать что-то, если кто-то забыл закрыть перегородку в энергоустановке, вы можете ее закрыть удаленно. Можете взять какой-то транзистор, поставить ее в узел для того, чтобы он снова работал. Вы также можете создавать альтернативные пути, например. Альтернативные пути перемещения по кораблю, имеется в виду, до точки, если необходимо будет. То, что мы сейчас видим, это система жизнеобеспечения. Все, что необходимо для жизни на корабле. Мы также показываем двери, чтобы вы могли контролировать больше элементов корабля. Это также позволит улучшить коммуникацию с другими игроками. Например, вы должны отремонтировать вот этот объект. Я открыл его уже. Можешь подойти и сделать это. Возможность открытия рампы, задней, передней. Мы это делали в прошлом году уже, но давайте еще раз покажем это. В момент, когда вы снимаете шлем и нажимаете на декомпрессию, вентиляцию, итог, конечно, смерть. So, as you can tell, engineering gameplay will bring a lot of changes. Как видите, инженерный геймплей очень много изменений приведет. Некоторые изменения добавят в игру батареи, которые позволят им заряжаться и работать. So let's talk about energy balance. Поговорим про баланс энергии. Such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. Распределение ресурсов заключается в том, чтобы расходовать меньше энергии, нежели энергоустановка производит. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy, but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100%. Вашему кораблю не хватит энергии, чтобы поддерживать все компоненты вашего корабля единовременно при выполнении каких-то узкоспециализированных задач. Многие решения будут иметь влияние на геймплей. В некоторых случаях вам может потребоваться маневренность, в некотором оружие. Вам нужно вовремя активировать компоненты, заряжать батареи.
from the power plant to direct into the batteries. Вам необходимо будет также заряжать батареи, но для того, чтобы зарядить батареи, вам нужно будет перенаправить энергию из энергоустановки. Ну, есть вопрос по тому, как батарея работает. То есть у каждого элемента есть батарея и есть общая батарея, из которой распределяется энергия в каждый элемент. Соответственно, если батарея общая села, нужно подождать, пока энергия снова заполнит эту батарею. И уже потом распределять энергию из этой батареи по разным частям корабля, компонентам корабля. Проблема на корабле — это огонь. Or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. Это проблемы какие-то в системах корабля, которые дальше распространяются, и поломки. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. Несколько способов будет решить проблему. Это работа с системой жизнеобеспечения. Так, прямо сейчас нам как раз продемонстрируют это работа с огнем. Это тушение огня. Здесь у нас прямо, ну, в первом случае, я так думаю, был перегрев. Сейчас нам показывают прямо очаг воспламенения. Пробуем решить эту проблему с огнетушителем. И также у нас есть опция это декомпрессия зоны. И вы теперь видите, что огонь локализован. Okay, so let's get Thorsten back on stage. You saw a lot of the systems in action, but let's get a video of one of our play sessions, which is gonna probably. Посмотрим одно из видео наших игровых систем. Как работает наша система непосредственно в игре. I have to excuse myself already because I was leading this group of players being attacked by the Gladius, and I did a poor job. But хочу извиниться, потому что я вел эту группу, которая была атакована Гладиусом. И я допустил какие-то неточности. Мы немножко модифицировали систему урона непосредственно в этом демо. И здесь у нас Quantum Drive был поврежден Гладиусом. У нас возникли проблемы, наши инженеры сидели в турелях и теперь принялись за ремонт. Гладиус стрелял по квантовому движку и повредил его. As you can see, I somehow missed that the habitation room caught fire. I tried to, у меня в жилых зонах появился огонь. Я стараюсь... Я старался избежать урона там, но я не смог. Я немножко переволновался, и это из-за паники. Проблемы. По этой причине энергоустановка тоже начал получать урон. So here I realized, oh my god, we are going down fast, and I think at this point now, yeah, I opened the compartment to make it. Мы скоро можем отрубиться, поэтому нам нужно с этим поработать по-бырому. Ну, короче, он допускает специальные ошибки для того, чтобы было понятно,
что нужно быть внимательнее. Simon Pete still tried their very best to fix it, but наш инженер делает все, что может для того, чтобы это исправить. Мы атакованы спереди. Игрок, который нас атакует, он знает расположение компонентов в корабле. Мы получаем повреждения, и нам нужно перенаправить наших механиков в другую зону. Мы также видим, что здесь есть транзистор, который был уничтожен. И он уничтожен в квантовом движке. Тоже должен быть отремонтирован. Немножко хаотично. Все это происходило довольно быстро. Мы пытаемся спасти вторую энергоустановку, и у нас уже садится батарейка. И нам нужна хотя бы одна энергоустановка, чтобы ее дозарядить. Окей, у нас одна батарея получается, или несколько батарей на весь корабль, от которых уже питаются все компоненты. А пару планты, энергоустановки подзаряжают эти батареи. Получается так. That's now. I think it was Pete running there and fixing the fuse. Я думаю, там был Пит. The next step was the pilot trying to push the quantum drive, but it was too late. We died, and мы пытались the end of the show. Мы пытались починить квантумный движок, но я думаю, это уже поздно. Мы погибли, имеется в виду корабль, soft dead, возможно. Вот, и корабль теряет питание, и, соответственно, отключается система искусственной гравитации корабля, и они взлетают вверх. Since we worked on technology that will be used throughout the entire game, you will see more and more coming utilizing this tech. Все чаще и больше, по мере внедрения в игру разрушаемости, вы будете встречать этот элемент в игре. В системном геймплее, в системе Maelstrona или создание, точнее, крафт и создание баз. Крафтинг и создание баз. Все, что будет сломано, будет терять свою связь. Если он с чем-то имел связь, то эта связь будет обрываться. Поэтому это очень системная функция. Технология нам позволяет также пройти дальше в функциях крафта, например. Все это взаимосвязано. Он сможет пройти через целую цепочку ресурсов и для того, чтобы получить итоговый результат. И это будет очень похоже на то, как ты работаешь с цепью питания в корабле. Отдельное спасибо всем командам и всем людям, которые приняли участие в создании этих технологий. Они очень сильно нам помогли. And it's something that has been a long time coming, and we are really proud of it. So thank you for sticking with us on this journey. Wait, there's one more thing. Подождите, есть еще одна вещь. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this, because we already had a lot of fun. Мы реально хотим, чтобы вы к этому прикоснулись. I hope Я надеюсь. Многие из вас встречались и были в экспериментальном режиме в Arena Commander. И мы хотим это ввести в экспериментальный режим до того, как перенести это в постоянную вселенную. И это будет скоро. Thank you.
Да, всем спасибо. Камера 4, всем привет. А, вот где мы. You know, when we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace. Знаете, That's a lot of new content coming in just the last. Я думал, это должна была быть легкая фаза. We're going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest. Но мы получили довольно много контента. And we're going to take our lunch. So all you restreamers Перед during ланчем the у lunch, нас you have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word in конкурс косплея. edgewise. So let's go to the cosplay contest, hosted by Galactica, our social media manager, with special judges Kat, Forrest, and me. Кат, Форест и я. Судьи. Немножко потише сделаем. Welcome to the Citizen 2953 cosplay contest powered by Toby Gaming. I'm Привет и добро Galactica, пожаловать. social media manager Я for Галактика. Citizen, or as I like to say, professional ship poster. And on stage Профессиональный with me, I публикователь have Kat кораблей. Reeves. She's our creative director. Креативный And директор. then next to Kat, we have Forrest, Форест. who's our principal technical artist, and who let this Технический guy on художник. stage? И кто это такой? Охрана? And of course, Jared Huckabee. Конечно, Джаред Хакаби. What's your title these days? Какой у тебя титул? Creative content doofus. All right. So, really quick, we did say that this was powered by Toby Gaming, and for those of you in the audience, Тоби Гейминг все это дело поддерживает. Окей, народ, вы можете взять перерыв. Сейчас нам будут ходить ряженые красивые люди и показывать плод своих трудов. Вот, я лично пойду за чаем, отдых возьму, и мы будем на фоне всего этого безобразия обсуждать то, что мы видели. Ползала вышла. Стрим можете не вырубать, сидите здесь, приглашайте ваших знакомых, друзей. В прошлый раз, когда я смотрел рестримы других стримов, я вырубал их через 5-10 минут, потому что, я стараюсь. Вы должны видеть, что я стараюсь, блин. Да, я что-то пропускаю, но я стараюсь. Я не вижу, чтобы другие люди старались как-то. Не всегда стараются, да. Вне зависимости от ситуации. Для меня это дело родное, для меня это дело принципиальное. Вот. Приглашайте ваших друзей, соклановцев, кого еще там можно пригласить. Кошек, собачек, жен. Всех давайте сюда. Вот, мы продолжим сейчас смотреть, и у нас впереди еще много чего интересного будет. Я не знаю, сколько сейчас стримов идет параллельно с моим, думаю, немало. Думаю, непонятные люди там тоже будут для меня, как бы. Вот, я не всех знаю, мало ли кто мог за последние несколько месяцев появиться. Вот. Я тоже скоро вернусь. С небольшим перерывом, естественно. Artemix Elite Hurston armor? If you want to get a closer look or ask any questions, you're more than welcome to. Hey, do man. I can't see anything, and I can't hear anything. It's right here. I'll guide you. I'll guide you. He can't see anything. Come this way and stand right here. Just don't move. You'll be safe. We're letting him walk right off the stage. We're ready for cosplayer number 2 with Kin Shadow. Wow. Make some noise for Kin Shadow. That was Kin Shadow? That is Kin Shadow. All right, and number 3 is a little bit special. We have the entire Ninetales gang. Quick! Hey, you guys know this isn't Grimhex, right? I think we're human shields right now.
All right, I think Jumptown might be safe right now. How tight are those pants? Not that tight. For a good time. Do this? Squat test confirmed. Okay. Next. All right, next is Hindrosa. I want to move you. Oh, come on down here. Everywhere. I got you. I got you. Right there. Good job. Okay. So if you are not familiar with Hindrosa does stream on Twitch, and I was lurking a little bit in his chat while he was making this outfit, and he told me that he has never made a cosplay before, and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications in order to make this outfit, which is quite impressive for a first cosplay. I've made probably about 100 cosplays, and they look nothing like that, so GG's. All right, up next, we have Lito as Jimmy. There we go. I was waiting for that. I'll be right back. Keep going without me. Are we going to get Jax? Where is Jax? Have you seen him? Have you seen Jax? No. Are we waiting for Jax? Yes. Okay. Let's take a look at him while we're waiting. Anybody want to sing a song? T-pose? All right, for everybody who's on stage, I want you to do like your best in-game emotes impression. Oh, there we go. Oh! Will the real Jimmy Did he just please have stand that? up? Like, he always has that. I can't see. All right, and up next we have Britty Kitty. Wow. Can you see in that thing? Oh, That's amazing. All right, and next we have Jack Montana. I'm the digging only one that's backpack. going to be able to bring Luke back. I know. All right, and next we have a familiar face, Sigelian. Also, side note, if you have never had pizza made by Sigelian, I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. -5 points. Right over, right over. Doesn't know where to go. All right, and last we have Cats. Guys, step forward on this line. Step forward on this line. In the middle of this. And her Pico sidekick, of course. We can't forget Pico. I love your 9 That is so Step forward. Perfect. All right, judges, feel free to go around, ask questions, think really hard, and let me know when you have your top 3. All right. Hey, John, can we kill the... Good. There you Testing. My mic is on. We good?
Are we back on? All right. All right. So that was that was easier than we thought. You got yours, right? Yeah, I got mine. I think I got mine. Yeah, we're good. All right, let's announce our third place winner. Step forward. I'll let Kat announce it. So in third place, we have Diabolus in the Artemex Elite Hurston armor, and you win a Tobii Eye Tracker 5 and an A1 Spirit. Congratulations. Congratulations. Awesome job. Wait, and a Spirit? Yeah. All right, if I can have you when you're done, just stand right here. All right. Да, невероятно. Let's have you stand right here, because then we're gonna have everybody line up. Мы здесь. I don't know if he can see very well. I was gonna lead you along. All right, right here. Okay, right. Yep. Пишут в чате. Все в столовку пошли, зря вышли. Сейчас будет самое интересное и самое годное. Уже выбрали победителя, выбирают второе место. Congratulations. All right, I'm going to have you stand right here. And can we get a drum roll in the audience, please? Make some noise. All right. First place is an OG. This is a Star Citizen, goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've played with this guy. I pushed him around in a wheelchair. Just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow wins the Tobii Eye Tracker 5 and an Anvil Carrot. All right. Picture. Pictures. And then receive your trophy. Мне не из чата, пока что это презентация «Взрыв мозга». Congratulations. I'm going to have you stand right here. So we know that these cosplayers put a lot of work and time and dedication into their outfits. So as a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce until the next panel. So if you want to know what that ship is, stay tuned for the next panel and you'll find out. But thank you all for being here. Будут дарить неанонсированные корабли участникам. И в следующей панели нам уже покажут, что это за корабли. Close gaps. Close ranks. Huddle. Get in here, boys. Soul Citizens. Now, say Star Citizen. You too, Tyler? Yeah. All right, everybody, that does it for us. We're going to take a break for lunch. We'll come back at 3 p.m. with Talking Ship. So. And as your resident social media manager, I have to remind you to make sure you're using the hashtag Citizencon2953 when you're uploading your photos to social media. We're actually Не забывайте использовать хэштеги. favorite posts with some VKB joysticks, so make sure you're putting those on Twitter or X. Какие-то 3 новых корабля срочно запретите где-нибудь, Кешман. Откуда ты знаешь 3 новых корабля? Она сказала, что 1 корабль не анонсированный. 3 корабля... Это я выдумывал. Мои придумки, основанные на глубокой аналитике. Сейчас вот сидит за компом. Глубокая аналитика. Да, конечно. Просто уже примите это как данность. Покажите мне еще кого-нибудь. Нафиг не то, что
в русскоговорящем сегменте, но и в англоговорящем сегменте, кто так, обожает с головой прыгать в это дело и просто выносить на поверхность то, что не является очевидным, и бороться за продвигаемые им идеи. Вперед, давайте, имена, ники. Вейланд, большое тебе спасибо за одаренную Хидану подписочку. Давайте обсудим, конечно. Вначале Крис нам показал то, что они сделали, то, над чем они работали. Одним кадром. То есть без нарезки. Все это real game, там, in-engine все происходило, да? Поставленные сцены и вот это вот все. Вот. Да, это было, конечно, круто. Переход — это для тех людей, кто не в теме, это будет реально круто все это показать. Но там были элементы, над которыми циги, скорее всего, работали, но у нас этих элементов на руках в реальности в игровом пространстве нет. Насколько я понял, у них это было связано с тем, например, что живность, которая ходит, у нее не был доработан ИИ. Возможно, сейчас ИИ будет доработан. И в ближайших патчах мы увидим эту живность. А именно это вот эти вот космокоровы, вот, и космобаки, и летающие киты. С летающими китами у них тоже там проблема была в реализации логики ИИ. Вот, поэтому мы этого не видели. Но в сегодняшнем ролике мы это увидели. Это все на основе движки игры. Это не выдуманные там невыдуманные декорации. Хотя они могли сделать животных и скриптами, кто знает. Я думаю, что это реализуемо, но ресурсозатратно, поэтому они не особо торопятся вводить подобное в игру. Хотя я очень надеюсь, что в 3.20 с чем-то это ведут. Вот. Что мы еще увидели особенного? Мы увидели новый квантовый прыжок. Дистанции между планетами там были сокращены ради того, чтобы это все можно было нам показать. Но, в принципе, вот так вот будет выглядеть визуализация квантового прыжка в будущем. Что мы увидели? Мы увидели прыжковые точки в другие системы. Это, конечно, круто. Прыжковая система тоже реализована была интересно. И судя по тому, что они из одной системы реально прыгнули через прыжковую точку в другую систему, и не было ничего там зашито, то есть лоудинг скрина напрямую мы не увидели, мы увидели только анимацию прыжка. И, в принципе, это можно считать за лоудинг скрин скрытый, но сойдет. Вот, я думаю, что вполне реально тоже, чтобы они это в какой-нибудь итерации на ПТУ тоже вклинили. Со слов Криса, в 2023 году до конца у нас будет только полировка вот этих патчей, которые сейчас у нас есть, много контента нового не будет, но они много чего запланировали на 2024 год, прям очень-очень много чего. Поэтому в этом году мы не ждем ничего невероятного. Нам показали систему огня, пожаротушения и всего, что с этим связано. Очень круто. Давно об этом говорили, и наконец-то это выходит в свет. Нам показали систему управления ресурсами корабля, и это тоже очень круто, выглядит реально правильно. Мы имеем 3D-проекцию корабля, мы можем эту проекцию крутить, мы можем смотреть сабсистемы корабля на разных слоях, и это реально прямо топовый топчик из того, что нам показали. Это самая реальная к реализации, я думаю, это реализовать точно смогут. Вот. Ну и геймплей на лардшипах, конечно, приобретает немножко иной окрас, и мы этому безумно рады. Двигаясь дальше. Система разрушения. Я не думаю, что циги в ближайшее время корректным образом это смогут ввести. Переход на новый графический движок с использованием вулкана. Это окей, вопросов нет. Они оптимизируют все, делают все, молодцы. Правдоподобно. Освещение, тени, HDR. Я думаю, что это будет достижимо уже в ближайшие там 1-2 патча.
до середины 2024 года мы это все увидим на клиентах, не так сложных реализаций. Циги показали, что делать офлайн инструменты и офлайн игру они могут неплохо и даже хорошо. Новая вода и взаимодействие с ней. Новая вода, думаю, это что-то реальное, это можно в игру вводить. И циги с этим справятся. Взаимодействие с водой и эффекты, это да, это и опять же, ну, зная предысторию Star Citizen и то, насколько сложно в игру вводятся всякие уровни взаимодействия разных объектов друг с другом, это смотрится, конечно, бомбически, но тем не менее, для начала, я думаю, циги позаботиться о введении новой воды, а уже зачем о корректности взаимодействия с ней. Напоминаю, что нам показали воду и взаимодействие с ней, и также как объекты туда могут упасть, там всплески, пена, вот. Но мы смотрели роудмап вчера на нашем стриме, и там была идея о том, что персонаж должен плавать, и идея была реализована, должна была быть реализована к текущему моменту. То бишь, чисто теоретически мы сможем взаимодействовать с этой водой, если циги успели реализовать свои планы по роудмапу. Вот. В сентябре они должны были это завершить. К сожалению, прошло это очень тихо, нигде мы не увидели конкретной информации об этом, либо я не увидел. Возможно, где-то в инсайдах это было, народ, исправьте меня, если я пропустил. Да, DLSS будет не в первой итерации. На первом месте, да, самое реальное, самое близкое — это система управления кораблями, ресурсами корабля. Это самое близкое, самое реальное. Самое далекое — это, конечно же, идея сервер-мешинга. Они реализовали это, симулировали все на отдельном пространстве. И самое интересное заключается в том, что они нарезали небольшое пространство. Как они будут нарезать огромные массивы данных и локаций, которые они уже сделали, видимо, должны будут нарезать это процедурно. Поскольку ручками резать планету, резать на этих планетах пещеры, в этих пещерах там какие-то еще части, это все прямо очень огромный объем работы, поэтому, скорее всего, у них будет процедурная разрезка пространства на отдельные кластеры под того, чтобы потом эти кластеры подвешивать под отдельные сервера. Вот. Так же, как они сделали процедурную генерацию, допустим, сетки навигации искусственного интеллекта или сетки, по которой в дальнейшем распределяются биомы. Вот. Перед ними, скорее всего, будет такая задача стоять. Вопрос задавался в чате, либо не вопрос, либо утверждение о том, что это не динамический сервер-мешинг, это статичный сервер-мешинг. Вот, мы этот вопрос еще к нему вернемся. Я думаю, что мы на это выделим отдельный целый стрим, чтобы рассказать о том, что мы видели. Если я что-то пропустил, напишите об этом в чате. Что из того, что увидели, было самым бомбическим, или что из того, что увидели, требует обсуждения, и я это пропустил. Обязательно пишите об этом в чате, и мы снова разберем это, пока это горячо. Про систему ремонта мы уже давно и очень много чего знаем. Но это, пожалуй, впервые, когда нам это все скомпилировали в одном видео. Один человек за один раз это нам все рассказал.
HDR RTX тоже плохо. Ничего этого не будет. С осени. Ну да. Технологий неплохо, DLSS и прочее. Окей, отлично, я рад, что я ничего не забыл. И народ, как бы, тоже знающий у нас. Насчет неверия цигам в чате пишут. На самом деле сегодня они не показали ничего невероятного. Все, что они показали, довольно приземленное и реальное. Ничего крышесносного лично для меня не было пока что. Физика ткани и волос, я думаю, все-таки это саб-продукт, который как ошметки попал на Star Citizen, пока не делали сквадрон. В сквадроне важна графика, особенно важно то, как будут представлены персонажи. Там есть значимые персонажи, было бы неплохо, чтобы на них все смотрелось круто, и чтобы они тоже смотрелись круто. Плюс, если будет генерация своего собственного прохождения, собственного персонажа для прохождения,
Вот. Использование там более передовых технологий генерации своего персонажа, это, ну, привлечет гораздо больше людей, да. Клан и мотивация Каупа. Я не думаю, что циги сильно сосредоточены на вот этом объединениях разных сообществ. Минимальные усилия придаются в этом направлении. Поэтому и геймплей у них будет тоже не самый логически обоснованный в ближайшее время. На данный момент это всего лишь реально социальные хабы людей, которые объединяются по интересам, которые объединяются по своим нуждам. Вот, и так будет очень долгое время, поскольку игра не совсем про это. В игре и так своих организаций, корпораций, фракций много, вот, с которыми ты взаимодействуешь. И очень трудно в это все вписать непосредственно свою собственную организацию в эти реалии. Тем более, что с большинством заданий, которые в текущих масштабах есть, если не один, то вы справляетесь втроем. А если это что-то очень крупное, что распределяется на весь сервак, то порядка 3 групп с этим тоже прекрасно могут совладать. Пока что не было необходимости задействовать несколько десятков. Ну, десятки были, но сотни игроков нет. Ну, про разрушаемость я сказал, что это наиболее правдоподобно из того, что циги могли представить. Хотя банально, потому что у нас есть локации, и если эта локация будет разрушена, игровой опыт другого игрока будет испорчен из-за посещения локации, где у него есть задание, но которое он не сможет выполнить, или которое выполнить слишком просто. Для этого уже нужен нормальный дупликационный слой, нормальный сервер-мешинг, для того, чтобы под нее генерировался отдельный инстанс, откуда с репликационного слоя будет оригинальная местность выгружаться. Представим даже какие-то наброски исследования. Ну да, исследовать на данный момент в игре нечего, и в ближайшее время вряд ли что-то будет. Нужно, чтобы были гораздо больше локаций, точек интереса и, наверное, кванта в той или иной степени.
проверить, что есть на инфопорталах. На самом деле не особо что-то. Firebound. Мы рады анонсировать, что 31 октября мы откроем доступ в канал превью. Мы используем рандомайзер, выбирая из владельцев консьержей и обладателей Digital Goodies Pack и наиболее активных тестеров. Следите за нашими волнами. Скоро будет больше деталей. Так, я сообщения из чата, видимо, пропустил какие-то. Что дальше до скольки? Ну, дальше у нас еще планируется Talking Ship 2903, 1953 и Navigating the Universe. Тут как раз по поводу худов будет изменение. Мы уже видели изменения худа. Там даже 3D миникарта была по навигации внутри корабля. Наверняка поговорим о худе шлемов, потому что там тоже будет взаимодействие. Хотя, по идее, завтра в Charter Advancement и Life in the First Person первые две панели там должны будут тоже про это рассказать. Вот. Ну и что еще? Про квантовые прыжки, я не знаю, изменение визуала квантовых прыжков. Про прыжковые точки тоже как бы вот все. Дальше у нас про корабли очень много чего интересного будет. И слава богу, что вы со мной сидите здесь, потому что про корабли это действительно ко мне. И второе, Navigating the Universe. Здесь постараемся уже максимум информации вытащить, хотя вот посмотрим. Небольшие глюки со звуком у цигов. На сотни тысяч квадратных километров пустых, наверное, много чего можно поисследовать, не так ли? Точек интереса мало. У нас 98%, я думаю, это пустота. Те планеты, которые есть, слишком часто изменяются, наверное. Не константно все это. Нет, под исследованием подразумевается, наверное, что-то большее, чем тупо пустая локация. Там что-то должно происходить. С этой точки зрения нам дереликты добавляют, пещеры добавляют. Вот это нам добавляют много мелочи. Но это не делает наполнение, которое прям можно будет назвать исследовательским. Даже этого мало. Нам нужно в десятки раз больше подобного контента в виде реально существующих 3D-объектов, для того, чтобы исследовательский геймплей хоть сколько-то стал реальным.
Исследование рандомных аномалий в космосе может быть и в рамках одной системы. Триангуляция, поиск особо жирных крушений. Да много чего. Ну, у нас нету системы на данный момент триангуляции четкой. Только если самостоятельно пытаться это сделать. У нас нету системы радаров, которая позволила бы на дальних дистанциях в миллион километров что-то искать и находить. Нету физической возможности сервака, не знаю, рендерить под тебя во время твоего скана случайные события. Ну, нам же нужна кванта для того, чтобы создать какое-то событие, на которое мы случайно наткнемся и которое активируется. Сканируем, находим какую-нибудь фигню, которую кванта создала. Летим к этой фигне, и она ее раскрывает, физикализирует. Ну, мне кажется, исследовательский геймплей в Star Citizen — это самая высокая точка игры. То бишь, в исследовательский геймплей вся будет включать все. Мы прилетим на точку, мы будем воевать, всех взорвем, перейдем в FPS, все завоюем, потом будем в режиме FPS что-то отвинчивать, откручивать, забирать, получим доступ к какому-то минералу, который расфигарим, вынесем, куда-нибудь вставим, что-нибудь взорвем, и нам откроется какая-нибудь большая штука, которую мы будем сначала сальважить, а потом майнить. Вот тебе исследовательский геймплей, просто все совсем. И это сейчас не фантазия, это примерно то, как ЦГ нам пытаются это преподнести. Что нужен многосложный геймплей с множеством разных механик для того, чтобы создать ситуацию. То есть мы же в ситуациях будем в этих ивентах, которые кванта для нас будет генерить. И в этих ивентах часто потребуется разносторонний подход для решения вопроса. Просто музыка печальная, в ноты не попадает. Это не должно быть рандомно. Это должно быть систематизировано при помощи кванты. Квинтэссенция всех существующих механик. Это да, примерно это я имею в виду. Ты найдешь точку интереса, но ты не будешь знать, что там находится. Конечно, сперва для этого нужна исследовательская механика, которая пока не готова. Они говорили, что этот long space probing, пробирование космоса на дальней дистанции, что они должны это вводить, типа сигнал туда, обратно, триангуляция. И где это? Всего этого нету. Без грамотной системы поиска мы не получим грамотную систему квестов по этому самому поиску.
Да, никто не говорит о фиксированных заданиях. Ну, вроде нормальный звук, да? Я страницу перезагрузил. Я так понимаю, в Pyro будут солнечные вспышки, и щиты должны будут от этих солнечных вспышек защищать. Это, скажем так, слив. Также будет новый пен, новый медицинский пен, скажем так, который защищает от радиации. Декомпен. Канаядид. Мешает травмы от радиации. Если я замолкаю, то, может быть, я иногда кашляю, народ. А, опять же, объясняю, я сегодня болею. Вот скрин с надписью Испайра. На данный момент защищен от солнечных вспышек. Защитом. Shielded. Новый интерфейс, например, Гладиуса. Тут, кстати, только два элемента интерфейса видно, все остальное, по идее, внизу.
Тут, наверное, самый интересный радар, потому что остальные кнопки так или иначе, они, ну, логически понятные. Мы с этим уже имели дело. Да, интерфейс минимизирован, и это не может не радовать. Они пошли в минимизацию примерно так же, как и я. То есть все немножко приспустили вниз и сделали более линейным. Вот, то есть мы видим куски интерфейса слева и справа в виде линии. Ну, блоки, вот. Также отдельные два квадратных больших блока у нас есть. Ну, это уже сами мониторы MFD, мультифункциональный дисплей. 3D-карта, которая формируется внутри худа шлема. Эта карта привязана к, в данном случае, к кораблю C2 Геркулес. То есть это шлем и визуализация карты. Кроме этого, здесь же мы можем видеть и FPS-карту, обычную FPS-карту. Тут есть типа направление юг, север, восток, запад. Хотя это, ну, просто обозначение. На самом деле тут нету ни юга, ни севера, ни запада, ничего. Вот, потому что находишься на борту корабля в космосе. Вот. Но при этом есть тоже частично видны внутренняя часть корабля. То есть 3D модель корабля. Карта Пайра. Дистанция между ними непонятная, но находятся они, некоторые планеты, далековато друг от друга. Пайра 5. Пайра 5 я точно вижу, здесь уже я не вижу названий. Тут уже используются полноценные имена. То есть Лермин или Церминус. Терминус, наверное, это значит. Знаете? Серьезно, они Терминус назвали планету на Пайре. Кто скажет мне, отсылка к чему это? Терминус, блин. Здесь тоже, видимо, какое-то название, потому что я не вижу имени планеты. Опять же, слив из ликсов. Говорит Хьюго Лизуа на французском стриме, что Сквадрон 2 по большей части функционально готов и проходит через фазу полировки и балансировки. Вот вам новость. Прям топ-топовый. Ну где еще на стриме вы так оперативно будете получать все новости, а? Будет это или не будет это, я не знаю, но информацию я до вас доношу.
по идее, новые планеты на Пайра будут называться Монакс и Блум, да? Но здесь я вижу, что наверху находится у нас еще Терминус. А Монуса и Блума я здесь не вижу. Почему? Откуда такие названия? Потому что у нас есть StarMap на официальном сайте. Сквадрон 2, я не сказал, Сквадрон 42, возможно, я сказал. Видимо, проглотил 40. In reply to Sarada, we arrived and we reached the inflection point in the development of Balance for this. You reach the point where your feature complete. Feature complete. And beyond feature complete, now you are polishing and you're fine-tuning and you're making sure it's balanced and you're making sure it's fun. So when we Balance, fun, tuning. Все остальные функции завершены. Сделано. Ребята в студии там зашевелились на стриме, что сорвали такой информационный куш. С большими глазами сидят. And also all the cinematics, they're as emotional as they need to be with the storyline, and it's suspenseful where it needs to be suspenseful, right? So it's just that polishing phase. And so reaching that point means we've gotten over kind of the hardest points in the project, and now it's just about finishing off. Вот так вот. То есть вот эта вот дыра, которая здесь находится, эта дыра может быть Сквадроном 42. Дыра в наших сердцах, которая будет заделана только сверх невероятными ожиданиями. Это зияющая пустота, которая должна быть освещена ярким светом разработчиков. Можно сказать, что какой-то мужик на каком-то левом стриме на Citizencon сказал какую-то левую фигню, да? Ну, он просто был пьян. Но нет, этот чувак, он часто здоровается за руку с Крисом. Я не знаю, где он мог накосячить. Его спрашивают, на какой стадии. Функции готовы, полировка. Я не знаю, может быть, он неправильно понял вопрос и ответил на другой вопрос. То, что они будут долго пилить АИ или делать все это не важно. Само признание циков в том, что, типа, наш сквадрон готов. Хотя, может быть, Крис сейчас узнает эту фигню, уволит этого чувака и свернет презентацию. Блин, скажет. Не получился сюрприз. А так, да, я думаю, что реально сегодня они должны жахнуть с чем-то очень большим, потому что все, что я до сих пор видел, это, ну, как... Ну, круто и все. Просто круто и все. Вот. Это много визуала, много всего вот этого, 5-10. Вот. Но... это все не заставит людей завтра стремиться попасть домой, или там быть дома, или включить стрим. Это все не заставляет новостников на посторонних сайтах публиковать информацию по Star Citizen и привлекать Star Citizen больше людей. Вот если более ключевая информация проскочит, кроме сервер-мешинга, да, и это везде разнесется, то завтра мы можем ожидать большее количество зрителей на стриме у CIG. Да я шучу про увольнение. Конечно же, не уволят. Я сомневаюсь, что из CIG люди уходят не по собственному желанию. Потому что штат там раздутый, держит всех.
Да, новость уже есть в чате, активно мусолится. Я, наверное, впечатлительный, но презентация меня впечатлила. Я опять же говорю, нам должны продать игру, как будто бы мы ее никогда не видели. В игре тебя может продать, конечно же, всякие механики интересные. А графическая часть, если вырезать, то мы вырезаем порядка 40 или 50% ситкона на данный момент. Потому что там очень много про графику было. Если что, разрушаемость я тоже в графику. И физика воды, и волосы. Вот это все я в графику отношу. С вероятностью 80% ожидаем информации по ситкону. Ну, после следующих двух панелей у нас будет, скорее всего, много чего по ситкону. Нам покажут красивые ролики, может быть, вступление, геймплей, я не знаю. Зачем вообще так сильно заморачиваться с волосами? Это ведь так сложно. Но нужно ли оно? Там есть команда людей, которая занимается созданием и улучшением персонажа. Эта команда людей должна постоянно работать. Если где-то кто-то не сделал тяговые лучи для корабля, это не значит, что они не должны делать ничего. И эти люди работают. Или ты предлагаешь их уволить. Они сделали свое, в принципе, персонажи в игре бегают, зачем делать волосы? Да? ЦИИ простят свои кадры, и они хотят, чтобы эти кадры оставались. Ну, они готовы платить целому отделу год деньги за то, чтобы они делали какие-то мелкие изменения, пока большая площадка и больше возможностей там где-то подготавливается для них.
Если Crysis чем-то впечатлял, то не графикой, а дизайном. Дизайном, ну, можно сказать, сюжет там слабый, но я предысторию всего не смотрел, поэтому когда там резкий переход от обычного шутера при типичной среде, который мне уже наскучил, кстати говоря, и графика мне совершенно не была важна. Резкий переход к вот этой всей инопланетной тематике, вот такой сюжетный твист, он был очень интересен, и он меня задержал в проекте. Если бы все продолжалось так же, как все начиналось, я бы эту игру даже не прошел. Everybody, welcome back to Citizencon 2953. I hope you had a delicious lunch. I had a pizza from the Galaxy Court. Джаред там вернулся, приветствует. Надеюсь, что мы все хорошо победали. I'm talking about the quality. It was good. It's just as good. We are here in the general lounge. Oh, hey, we just came on in the general lounge. Now batting center fielder, Manny Moda. All right, so we're here in the general lounge with a collection of star citizens among us. Ну, это тоже развлекательная часть. Можно продолжить все равно говорить о нашем. Talking ship panel, that was my pun, and boy, I didn't realize how dangerous it was until I was live. Guys, we've seen two presentations so far. The first one had a whole lot of things in it. All at once, what was your favorite thing you've seen so far? Space cows. Space cows? Server meshing! Now, that story Chris told is the absolute truth. 3 weeks ago, we're just having a meeting, just this general, like, hey, what are you, just checking in on everything we're going to show at Citizencon. And Paul shows him, goes, I have this video to show. I think I know how to. Ждешь сегодня что-то от бану? Чтобы клешни Defender меняли на тяговые лучи или на лучи для сальважа или что-нибудь такое. Мне нужен погрузчик для БММ. Challenge them again to add 2 people, then challenge them again to add 6 people, and yeah, that's what we do. If you can do it live, you can do it live. What's the thing you're most looking forward to? Вы какие корабли ждете? Давайте, вперед, выкладывайте. Кроме СРВ известного. Новый файтер какой-нибудь, который порвет в клочья 8. Which we're about to go to Dan Haubrek, he's going to show us, is actually going to be available in the new Star Citizen preview channel. You can learn all about the preview channel and how that's going to work up on the robertspaceindustriescom website. There's going to be a selection, there's going to be a lottery of people who got the digital goodies pack from Citizencon, those people in our concierge, and of course our selection of our most devoted testers. And then they'll be able to play in the preview channel throughout the remainder of this year before it goes to PTU and then eventually it's live release. So with that, let's go to the Pirate Playground. Dan, take it away, man. Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to Citizencon 2953. We are back on the show. Снова приветствуют нас на Citizencon. Народ, я параллельно сижу с вами, но общаюсь где-то в 5 или в 6 чатах, потому что впечатлений очень много, еще и личка. Короче, все-таки эффект сообщества, того, что люди типа в одной тусовке, вот это вот все, это гораздо круче, чем, ну, процентов 50 ситкона. Нам сейчас показывают людей, которые сидят и играют в Pyro. Да, я не ошибся, я именно так и говорю. Сидят и играют в Pyro. I want to talk a little bit about what made Pyro so spectacular to bring it here, and to help me do that, we got Michael Smith. You guys may know him as Bayor, head of the player experience team, talking a little bit about what it was like to bring Pyro here. How's it going, Bayor? Pretty good, really good. Как дела, Bayor? Отлично. Question: what were your expectations bringing Pyro into players' hands for the first time? I mean, it must have been a very kind of nerve-wracking thing. There's a lot of anticipation for something like that. So, what was your expectations bringing it here today? Well, honestly, I didn't really have a lot of expectations because Pyro's an entire system. So it was just, let's get it out there, let's see what happens, and see how much we can get done, how much content we can get out. But yeah, I have no expectations. Yeah, it's so big that you just can't think about how big it is. It's so monumental, and from what I've been seeing, people are having a blast. Я же ничего от Pyro не ожидаю, это просто большая система. Давайте просто посмотрим на нее, посмотрим, что будет. So happy to experience Pyro.
And so, what's the coolest reaction you've seen so far today? Honestly, a lot of it's been the environment, but the big surprise has actually been some of the FPS AI. I think players who are going to fight the FPS AI are kind of surprised they're so hard. Some of that stuff is new tech, so it's neat to see players dealing with that and realizing, oh my god, I have to really struggle with this and really fight to deal with these AI. It's really fun. So would you say it's a little bit more improved than what's currently on live right now? Miles better, yeah. That's fantastic. So give us your 30-second journey of when you got your hands on Pyro, because we've had multiple internal playtests leading up to Citizencon. I've been in several of them, and I know what it was like for me being in Pyro for the first time. But for you, what was it like getting to play Pyro for the first time? Как для тебя было поиграть впервые в Pyro? Он довольно-таки, к удивлению, очень был отполированный. But it's also moved a long way since then, and so it's been fun to see every single iteration. Но с того момента уже очень сильно все продвинулось вперед, и довольно интересно было смотреть за каждой новой итерацией. And players only have 40 minutes to do the Pyro playground, and I've seen people go back in line. I've seen people just like go and redo things that they didn't get a chance to do the first time. So what advice do you have for people who are here at Citizencon? Spoiler free, again, we want to give people at home something to look forward to. What is your spoiler free suggestion for people who are here going through it? Honestly, I would suggest to get out of the station. The station is really, really cool, but get to a ship, get to one of the planets, and get to an outpost, and especially see if you can do one of the FPS AI missions, because they're really, really cool, and that's a really, really fun journey. And we have Chief Technology Officer Benoit here. Benoit, чтобы вы могли не спойлеря посоветовать игрокам, которые здесь находятся. Да, покинуть станцию. Станция очень крутая, но ее, тем не менее, можно покинуть, направиться на одну из планет, приземлиться на одном из полустов и попробовать выполнить какое-то FPS-задание, потому что искусственный интеллект очень крут, и взаимодействие с ним — это, конечно, невероятный опыт. Sorry for cutting you off there. Yeah, I'm just looking at some of the screens, and it's so smooth. Like, it's so great to see people like enjoying Pyro for the first time with such a great experience to have. Невероятный опыт. Первое взаимодействие с Pyro. На самом деле, народ, я напомню вам, что примерно так же нам презентовали театры войны, поэтому то, что презентуют также нам Pyro, это прямо наносит мне сильный ментальный урон. Here, so tell me, Nick at Night, again, what was your spoiler-free impressions of Pyro? Sort of impressions or feelings when you got to be in Pyro for the first time? Yeah, I mean, I think calling it a playground is just missing how immersive that is currently in this build. I, as Bayar mentioned, got out of the station, was able to see everything in the universe. And man, was it just amazing to kind of go between the asteroid belts into the new planets and see all those new things that you guys have been working on. So I was really excited. I love that. Yeah, there's some really cool things. I cannot stress enough how if you are here at Citizencon, come over to the Pyro Playground, because it is just such an amazing experience. It's nothing like Stanton. It is so unique to its own vibe. So how do you think we did making Pyro here at Citizencon? I mean, the people at home have seen bits and glimpses, but for you who's been able to see the whole thing, do you think we did a good job recreating Pyro now that you've gotten a chance to be in it? Oh, absolutely. I mean, from the game into the boosts, to the community events, to the way that you guys have put everything together, I mean, it does feel like we are in Pyro right now. It's amazing. Good, we did it, guys. Everyone wrap it up. We're calling it a day. That's not true. We're still got another day of panels left to do. So last question. This is kind of a fun one. When Pyro makes it into live, where are you setting your spawn? Are you setting it to Stanton, or are you setting it to Pyro? Когда Pyro будет лайв, где вы где-то поставишь точку возрождения первичную, ну или homepoint, это будет Pyro или Stanton, он говорит Pyro. I'm going to throw it back to Jared really quick and make sure that we are on our way back to the panels you guys are looking forward to so much. We'll see you back here on the floor soon. Am I on? Джаред сказал, что он в эфире. Am I live? I can't hear anything. Я ничего не слышу. Okay, there we go. Hi, everybody.
Очень громко здесь. We're here in front of Soul Armada, Altama Energy. There's Atlas Defense Industries. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off. So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or Citizencon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home. Люди здесь периодически вам дают что-то, что вам нужно в свою сумку поставить, прежде чем вы домой пойдете. 10 минут назад мне кое-что дали. Delta Consulting Aviation Products, they make air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. Они сделали мануал по всем посадочным зонам во всем Стентоне. Для там посадочный гайд. But we're going to have some like Survivor style, you must leave the island. So we're leaving something behind. So with this, let's take a look at Soul Armada here. Soul Armada is one of the community orgs that have a booth here. I don't have time to interview. We got to get to the show. I just want to see your jacket. Просто хочу посмотреть на твой жакет, на твою куртку. Star Citizen, that's the killer. You got a giant Invictus patch. So, what legal clearance did you get in order to make that? Absolutely nothing. I'm sorry. It's one of one. Toast! He's floating around here somewhere. I won't tell him if you won't. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? I noticed this full-size Starfarer in Lego. I will trade you a flight deck man. No, I'm just kidding. There's no way I'd get that back through customs or survive on my luggage. And then, of course, over here we have Atlas Defense Industries. Oh, hi, Jesse. Hi, how you doing, Jared? I work with Jesse in the office. We have Atlas Defense Industries over here. What do you guys got going on? Oh, we got a raffle going on, so if you haven't come by, sign up. You got a raffle? У нас здесь Atlas Defense Industries, компания, организация. IC's here, and then some 3D printed artwork here that I've done up. So if you want to come over and get in the raffle, we're also giving out a ship at 5. And we're giving out every hour, so come on over. What happens if I win? Oh, well then you get an awesome back rub from our lovely JDM. All right. You might think Jared's being really bad at this and he's not putting the microphone in front of this guy's face, but he just offered me a back rub, and it was just better if that didn't go out on the live stream. Okay, we got one more thing to check out. What is this? This is for me to take home? What is this? Touch me? Are you going to make room for it? Touch me? Oh my goodness. Wow. Wait. Интерфейс изменили. There's an Easter egg. Can't. It's just like my book. Wow. At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right, so I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Batchelor Jr., and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, Navigating the Universe with members of our UI team. And like I said at the beginning, everything you were thinking you were going to see, you're going to see that and more. So stay tuned. That's coming up next. I'm going to sit down and have a refreshing beverage. Take care, everybody. Это промо-материал вроде по А1. Что-то подобное мы уже видели. Да. Опять же, как ребята уже выделили по
этому стриму. Кто-то там уже проболтался о том, что на Pyro будут задания, в которых потребуется именно бомбить аутпосты. Ну или что-то, какой-то намек на это. Ну, с учетом частичной или полной разрушаемости, это окей, это прикольно. У нас будет шип-ток, поговорим о кораблях. Что, готов посмотреть на что-нибудь крутое? Джон Крю, директор по технике. И с вами Уж, снова присоединяйтесь к нашему стриму. Все самое бомбезное у нас будет. Сейчас мы поговорим о кораблях. У меня всегда отлично это получалось, поэтому я думаю, сочненько для вас все сейчас сделаем. Clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. Это был трейлер к A1 Spirit. A bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. Мы немножко более подробно взглянем на художественную часть и визуализацию корабля. The heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. And then we go straight into engineering, where you find the rest of the ship. Очень доминирующий у него внешний вид в стиле sci-fi, соответствует полностью функциональная жилая зона. Все, что вам потребуется. Далее, кокпит, два для пилота и копилота. И здесь инженеры Crusader сделали все, чтобы у пилота было именно все, что нужно для управления кораблем. Здесь турели удаленного управления, а также место для ракет и бомб. Отсек для бомб и отсек для ракет. Crusader Industries снова сделал прям замечательную и отличную работу по созданию и упаковке воедино всего этого функционала и такого классного, и создания такого классного корабля. Я думаю, мы можем вам снова это попозже показать. Если вам это интересно, он сейчас нам доступен. Имеется в виду доступен для покупки. Доступен по альфе 3.21. Доступен уже на лайв-серверах в игре. Let's talk about something a bit further in the past. So, we have a timeline here from the today all the way through to today in game. У нас здесь полный таймлайн от текущего момента до текущего момента в игре. Это временные периоды, когда появлялись различные производители. И последний у нас Mirai, который в этом году в игре появился. Но кроме этого у нас есть очень старые корабли на этом таймлайне. Гладиус, Аврора, Хорнет. Ну, как видите, здесь большой очень провал с наших времен до конца. Давайте поговорим о некоторых из них, об этих кораблях. Роберт Space Industries Zeus. В 2103 RSI сделал очень большой скачок в технологиях. Они создали первый корабль, который был доступен на рынке.
Это средние исследователи средней дальности. Now, it was a really good thing. It really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. Это неплохо так подняло компании, но он не был достаточно хорош. У оригинального корабля была большая проблема. There's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to ferry a whole new generation. Они создали полностью новый корабль, который бы соответствовал новым требованиям Citizencon 2. Really is justified to have that name. То, что запустило человечество к звездам в 2140 году. So, do you want to have a look at the all-new RSI Zeus Mark II? RSI Zeus Mark II. Here it is. Вот он. So, we are going to hand over to Elwin and Mark to go through this. Окей, они, по сути, сейчас показывают нам уже вторую модель с Зевсом. Let's give them a welcome. Come on, let's go, let's go. Hi there, everyone. My name is Mark Gibson. I'm the lead content designer at Cloud Imperium Games. Дизайн контента. And I'm Owen Batchelor, Vehicle Art Director in North America. What do you guys think? Awesome. RSI Zeus, ее страница уже доступна на официальном сайте. Давайте посмотрим, как мы пересмотрели этот корабль. We had to consider what direction RSI would take it in if they were going to do it today. We couldn't just remake the original Zeus because, although it was obviously a massive piece of history, all that was really used Первый Зевс был большим куском истории, поэтому иметь... Мы не делали слишком много отсылок к нему. Поэтому мы хотели сделать что-то, с чем бы вы сейчас могли играть в игру. Три способа играть в эту игру — это три разные модели, три разных варианта корпуса. ES означает Essential. Вторая модель — это MR, версия для баунти-хантинга. На ней есть электромагнитные устройства, которые и подавитель квантовым прыжкам. Последняя версия — это CL, Clipper. На нем есть дополнительное место для карго и тяговые лучи, предназначенные для большого объема карго. Ну и первая ES модель — это все-таки исследовательская большая модель. Больше всего обращена к оригинальному дизайну. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that forward to modern day RSI design with tons of technical detail and layered panels. And on the underside, хотели подчеркнуть дизайн RSI с большим количеством технических деталей и использованием этого в дизайне. Посмотрим, как он выглядит внутри. The sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it. Тонкий, длинный корпус корабля, и все очень компактно в него упаковано. 42 СУ карго может поместиться внутри циклон. Рассчитан на 3 персонажей, 4 size.
Ну, перечислил довольно быстро множество компонентов корабля. Вторая модель — это агрессивный баунти хантер. EMP-установка и квантум дампер на борту. Мы дополнительно добавили вторую удаленную турель сверху. Немножко изменился интерьер, жилая зона передвинулась вперед, но появилась комната, в которой находится оружие, экипировка, которая вам может потребоваться. Также здесь присутствует отсек для криокапсулы, как это уже видели, как мы уже это видели на Catalyst Blue. Квантум дампер и EMP-установка предназначены для того, чтобы остановить цель от того, чтобы она от нас сбежала. Мы покрыли экстерьер больше техническими, ну, декоративными техническими деталями. И плитами, которые, ну, типа как броня. Это последний, еще раз напоминаю, это грузовой вариант, клипер. Здесь гораздо больше грузовой отсек. В несколько раз больше груза, чем в прочих моделях. Я не понял, он сказал 4 раза больше. Или в 3 раза больше. Last year we introduced the Spirit, and anyone that may be playing on their live last couple of days might have seen a new ship adding to the verse, the A1. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to reveal to the public to actually play with. But this isn't just a concept. We're not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white box development right now. Zeus на данный момент находится на стадии whitebox. Shall we? Okay. Yeah. All right, so as you guys have seen with the Spirit and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. But before any of them get to that point, they have to go through a very specific development process, and this is the first stage in that process. Корабли станут теми замечательными кораблями, которые вы видите, которые летают, они проходят довольно специфический процесс производства, и то, что вы сейчас видите, один из этих этапов. И здесь вы уже можете увидеть то, как он примерно будет выглядеть на своем финальном этапе. Это базовая версия Zeus, скорее всего. 32 карго, 3 пилота и, соответственно, 3 точки для размещения их брони, 1 Size 3 радар, 1 квантовый бак Size 3 и 4 средних щита. Interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the. Мы немножко расширили коридоры, дали больше места для того, чтобы игрок мог спокойно перемещаться по внутренним частям, и у него было место.
And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in Ну да, and out. у второй версии корабля, который типа Bounty Hunting, у него 3 турели с удаленным управлением и 3 щита второго размера, не 4, и 16 карго. То есть в 2 раза меньше. И у версии CL 128 карго и 2 щита второго размера. Ой, прошу прощения. 3 щита второго размера. Now, we've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about Немножко поговорим о долгих квантовых путешествиях. We're going to talk about the cutter. Поговорим о катере. Good little ship. So, Хороший маленький корабль. Obviously, last year, IE, we unveiled the cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. Зарелизили катер на IE 952, и вам он понравился. Один из самых лучших кораблей, которые они выпускали с точки зрения выпустили и летают. Ну, типа, видимо, хорошо продавался, я думаю. Ну да, best-selling Drake ships в истории Star Citizen, да. Лучший продаваемый корабль от Drake. Это базовая версия. То, о чем мы сейчас поговорим, это о следующих вариантах. Это скаут. All right, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Просто давайте минутку посмотрим на то, какую хорошую работу наша команда проделала над этим парнем. When the original when the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a После выпуска оригинального Дрейка мы обдумали вообще эстетику Дрейков. И сейчас с выпуском Скаута мы еще раз могли внести полностью новые элементы. Мы пошли дальше, и у нас есть различные типы модификации экстерьера корабля. On the interior, we've expanded the rear section of the ship in order to include a dedicated standing scanning station, which we'll show up here in a second. И разместили еще отдельную станцию сканирования. Space in the rear to house the larger components that are necessary to support that gameplay. И сделали место для того, чтобы разместить туда компоненты большего размера, который бы мог поддерживать геймплей подобного типа. То есть исследовательский геймплей подразумевается. А по части кокпита это тот же самый кокпит, который был в оригинальном Дрейке. Мы гордимся тем, что сделала команда. Надеюсь, вам понравится скаут. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant, after all. So, the first big difference Какая разница между оригинальным катером и скаутом? У него радар второго размера, пару плант и кулер. У него есть отдельный терминал сканирования.
little bit cozier, and unfortunately it has lost 2 SU compared to the base, so it only has 2 SU. И также есть instead of the 3. Now, 2 SU what we груза. also want to do is talk a Вместо little 3 bit вроде он more сказал. about the future of scanning, if people are interested in hearing about that. Давайте поговорим о будущем сканировании, потому что люди интересуются этим. So what is the future of scanning? We'll touch on it lightly. Что такое функция сканирования? At the moment, there are 2 main ways for you to interact with the scanning gameplay loops. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these Первое сканирование, второе это пинг. Single system known as a scan wave. When you send the scan wave out, Когда вы отправляете волну сканирования, вы получаете какие-то удачные вы получаете какой-то отклик о том, что там что-то есть. Есть какая-то информация, которую можно более детально изучить при помощи сканирования уже. Есть быстрое сканирование, более простая версия. Быстрое сканирование, оно очень слабо воздействует на вашу собственную сигнатуру, поэтому вы можете остаться, в принципе, незаметным, если используете его. Другая версия — это заряд сканирования. Это уже серьезное сканирование. Она гораздо больше, чем текущие возможности сканирования у корабля, я так понимаю. И что-то можно найти. Вы не должны прыгать вслепую. Для примера. Ну, не только ограничимся, не будем ограничиваться этим. Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. It gives you that additional information so you can make the decision whether you actually want to get to that location. Вы можете получить какую-то базовую информацию о том, что там находится, там, например, щиты или квантовный движок или еще что-то, и принять решение о том, должны ли вы лететь в эту локацию или нет. Ну, имеется в виду объект, который там находится, какие у него есть параметры и чем, возможно, он там пользуется, и принять решение, стоит ли вам туда идти или нет. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks, guys, and have a great Citizencon. Кепка подписана, я так понимаю, отделом разработки, который рисовал эти корабли, и первые несколько человек, которые угадают имена этих людей, те получат их, могут себе оставить. Right. So, as Mark said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of it because it does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for. Не буду говорить много про механики, это, возможно, касается панелей других команд. Мы поговорили о прошлом, о текущем, давайте поговорим о будущем. Вот большое количество квадратиков, которые показывают наш лог бэкап. Синие квадратики, точнее, голубенькие, те, которые мы зарелизили, беленькие, которые не зарелизены, и темные синие, те, которые были в этом году. На данный момент мы занимаемся поддержкой около 200 кораблей в сумме. Не все корабли, возможно, не всеми кораблями возможно обладать и летать, потому что некоторые корабли эксклюзивны для Сквадрона 42.
какие-то эксклюзивные для искусственного интеллекта. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support them for you. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content, and as you'll see today and tomorrow, we do a lot of game. То, что мы делали, это мы новый контент вводим, типа Fury, вводим обещанный контент, а еще занимаемся поддержкой геймплея. Ну, обещанный контент — это там Идрис, бои с Идрисом и Аресы, поддержка геймплея, это и элементы интерфейса, и карта повреждений корабля, и прочие механики, связанные с кораблями, все аспекты. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Мы создали новую команду в 2023 году в Монреале, которая занимается художественной частью кораблями. And that kind of gives us everything we need to start bringing content out of another location. And it also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is it kind of opens up a new pool of a kind of talent that we can pick from, and it should really help us to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and все, что необходимо для производства кораблей, у них уже у студии есть, и в скором времени вы увидите первые корабли, которые они смогут сделать. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. And with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge. And that's, that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. You will notice there in 2022, there is a little dip. And unfortunately, when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a team. I think, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge. Они пытаются показать, как росла команда разработчиков все это время. That leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. Количество людей, которые были задействованы в этом. And probably most well known is the Bounty Merchantman. Yeah. Now, и один из кораблей, которыми они занимаются, это Bounty Merchantman на данный момент. Just to show where we were up to before that happened in 2022. На каком этапе мы были до того, как это произошло в 2022 году? Ну, новую команду они сформировали. Я не думал, что БММ они покажут. Они же его показывали. И это ничего не дало. Ну, это внутри игры получается, что экстерьер. Экстерьер типа у него готов. Это же не Grey Box, не White Box. Но я не могу молчать, уже извините. Это уже больше похоже на White Box с элементами Grey Box.
Как сказал Крис, это будет титульный корабль для Star Citizen. То есть, если бы Star Citizen был книгой, то на его обложке был бы Бану Мерчантман. Как я точно описал. Молодец, молодец. Погладил себя по голове. Спрашивайте про БММ у меня все, что угодно. Расскажу все. Если кто-то может рассказать вам больше, тыкните. Тыкните кто. Мы здесь обсуждали ангары, мы здесь обсуждали его техспецификации, размеры компонентов, размеры самого корабля и вот это вот все. Здесь у нас это впервые было. Я даже в фан-клубе был, блин, Бану Мерчантмента, и даже там люди боялись на эту тему так рассуждать. Ну, хотя есть и те, кто собирается баунти-хантить на этом корабле и бороться с капитал-шипами, но это все лишнее. Итак, напоминаю, это все мы уже частично или полностью видели. На концепт-изображениях, whitebox, грейбоксе и так далее. Турели в подвешенном состоянии тоже не готовы. Ну да, один из самых невероятных кораблей. Давайте скажите еще что-нибудь, кроме того, что он будет доступен к продаже в следующие пару дней. И что он возрастет в цене на 100 баксов. So that video shows, where we got up to with the merchantman. You can see we finished white box. Вы видите, что мы завершили фазу whitebox. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Из самых лучших вещей, we're able to be pretty honest and pretty open with our development. Что мы довольно открыты в наших разработках. Один из самых больших вопросов, который мы получили. Где БММ? Где он? And the merchantman brought a lot of unique challenges to us. И БММ для нас это большое количество уникальных вызовов. И по сравнению с тем, что мы обычно делаем, это очень сложно. Очень сложно. We could have moved some of our other artists onto the merchantman, but with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that. Мы не просто потеряли людей, но мы потеряли также и знания. What we decided to do at the time, что мы решили сделать? Мы посмотрели, где мы находимся. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple. Собраться вместе и обсудить, как достичь. Нам необходимо было собраться вместе и обсудить, как достичь той точки, чтобы производство корабля продолжилось. У нас были новые члены команды, которые тоже должны были в это включиться. Мы еще, я бы хотел сказать, что да, БММ типа готов, все дела, но мы еще не на той этапе находимся. Я абсолютно хочу сделать этот корабль. Я просто хочу быть честен в том, где мы находимся, на каком этапе производства мы находимся. Я тоже хочу его сделать, выпустить его. Дать вам его, выпустить его, но мы не хотим выпустить наполовину не готовый продукт. Поэтому давайте поговорим о том. Поговорим о чем-нибудь другом, по-бырому. Техника из Squadron 42. How many of you have an Idris of some kind? Right. So, we plan to deliver the Idris alongside the squadron. Мы планируем предоставить Идрисы владельцам к моменту выхода Squadron 42. Поэтому мы собираемся предоставить Идрис, Идрис М, Идрис П, Идрис К, ну, наборы вместе, все вместе. Джавелин придет после выхода
и релиза Squadron and 42. we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There У will нас be есть планы, мы modularity with работаем над it. этим. And yeah, that will come after Squadron releases. После And релиза those of Squadron. you who also have the Vandal Scythe, Glaive, Blade, Те же, у кого after есть Squadron releases, вандульские корабли, you will also get the updated models as well for that. Скайт, Глейв и так далее. Вандульские корабли получат апдейты. Right. Next. Следующий. Okay. No kind of ship panel. Силуэты кораблей прошлого. Мы уже смотрели на эти слайды. But we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We are кое-что изменили в прошлом году. we want to see make our next large mining ship. And you're going to see more about that. Мы обсудили и решили следующий большой майнерский корабль представить. We decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute. В следующем месяце на IAE 2953 можно будет это увидеть. Давайте в этом году сделаем что-нибудь другое. Ну, что вам еще не знакомо. Ну, давайте посмотрим. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video. Все, что вы увидите в этом видео, мы нацелены донести до вас в следующие 12 месяцев. Ну, некоторые из этих кораблей мы реально знаем. Это была Поляра? Нет? I don't know if you noticed, but there was quite a big ship at the end of that video. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Yeah. Большой корабль в этом видео, в конце это был Полярис. We've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. So yeah, okay. Мы just wanted to touch чуть побольше поговорим об этом. Why are we этом. doing an RSI ship? Like, what is with that? So the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our universe, and it gives us the ability to kind of train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and Те, do кто something следит за else разработкой, знают, что у нас есть несколько come back to больших another кораблей one, от do something RSI. else, То, что мы do хотели бы another one. сделать, We want to это tackle them all together, one after the other. And what that really allows использовать us to do is наработки kind of для того, streamline our чтобы, development process. ну, на всю семью кораблей можно было потом их распространить. Ну, использовать те шейдеры, те текстуры, которые мы потом сможем перенести на другие корабли тоже. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up, we've got the Polaris. Next up, we've got the Galaxy. Then we've got Сперва the мы хотим Perseus. сделать And that Polaris, kind of closes out потом перейти на most Galaxy of our large RSI ships. и затем And на then we Persei. can, see what we want to take on after that. Well, Как только они готовы, that's pretty much everything we want to talk about today. мы будем работать уже над However, before we go, we're gonna. Torsten's already stolen the predictable joke here, so we'll do one last thing to show you guys.
Еще одна вещь, которую вам надо показать. Let's have a look Давайте at the посмотрим current state of the Polaris на in текущее engine in its white box state. состояние Поляриса в игре на стадии whitebox. Ну, БММ прошел стадию whitebox, если что. А Полярис еще на стадии whitebox. Ну, я не знаю, зачем они это демонстрируют, не очень верно, мне кажется. Это ближе к инсайду. В принципе, как и БММ. Ну, формат инсайда. Inside Star Citizen. Отдельный видеовыпуск. Они взорвали Идрис, который скоро дадут всем владельцам после выхода Сквадрона 42. Я обожаю, когда Цивик так делают. Теперь осталось показать, как реталятор взрывает Полярис. Ship team, everybody. That Ненаигранные was эмоции от ведущего. We're back Это on было the show невероятно. floor at Citizencon 2953 to show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right. It is back from 2018 with a fresh new pyro paint job that you can see in the digital goodies pack if you purchase it now from the Robert Space Industries pledge store. Check it out now. JRDF did an amazing job of making the Dragonfly look super pyro themed. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call it. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. I'm not a с новой Drake guy. окраской в стиле We have like some very cool detailed Pyro. designs. I'm gonna try and hop on Прям it. такой Let's окрас, see как у нас есть how в badly Goodies this паке goes. Citizencon 1953. Like a glove. Очень клевый It's дизайн. super cool being up Человечек here. I восхищается. didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. You know that like, what's that feeling you have where you're like on a balcony and you like look over the balcony and you're like, there's a little internal, it's intrusive thought. There's an intrusive thought where it's like jump. My intrusive thought is drive away. And I want to drive away on the Drake Dragonfly right now. This is so cool. We have photographers taking photos. If you guys are interested in looking at your photos afterwards, JRDF will be making those photos available to everybody. I'm sure we'll tweet it out. Galaxta, get on it. You know, that's your job. Anyways, I'll cut it back over to Jared. I'll see you guys back here soon. Have fun. Fight for the mic. Fight for the mic. Just fight for the mic. Just grab the mic when you have to. All right, so we are here with members of the vehicle team. I want to say, at the start of the show, I made it very clear that marketing did not make any of those videos. Developers made any of those videos. I can't help but notice that Polaris took out that Idris really quick. Are you trying to start about 50 different arguments on Reddit? Oh, yeah. We love for the arguments. Love them.
Polaris for life. After Idris. Ну, каждый называет корабли, за которые Ben, болеет. would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Лучшие корабли, типа, Until they get what's coming to them. возможно, корабли, над которыми нужно And- больше поработать. Ellen, would you like to revise your answer? After Idris. The views and opinions of Ellen Batchelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus. First question that I see a lot of people had on Twitch watching the stream is obviously it doesn't look like the Zeus that we've all known from the lore and stuff. Первое, что все заметили, то, что Зеус не похож на тот Зеус, который был изначально. Why did we change it? Почему вы изменили его? Were they not listening to the presentation? Ты слушал презентацию? Нет. So there's a few things. Obviously, it was built as a product of its time, both in lore and back in the day. I was too busy looking at how handsome you look. Oh, thank you. But also, and I think Ben will probably want to talk about more of this, is we have design languages for RSI now, and it doesn't really fit in with them anymore. Yeah, I think DNA для RSI, компания RSI, это дизайн-бук, бренд-бук для RSI, то, как должен выглядеть, как должны выглядеть корабли этой серии. We wanted to look at it and today, so maybe tomorrow? No. So what we wanted to do was, bring it up to standard, both in terms of its quality and what it can deliver as a ship, but also visually. I think RSI is. Мы хотели донести его до необходимого уровня качества, для того, чтобы можно было использовать в текущих реалиях, и по визуальной части тоже. Each of our manufacturers also have a history, and I think it's fine to see progression for that. Я считаю, что нормально видеть прогрессию, точнее, прогресс и развитие чего-то, что ранее было в истории нам известно. The amount of time it would take to get your jalopy, because that's why I ask, and up to level. I didn't do it. He did it. He did it. This is the real reason. You're gonna be in the center. You're in the center now. Go ahead. The amount of time it takes to actually get a ship, the amount of time it takes to get a ship actually flight ready in the universe, it would be a lot of work to get something that, for the most part, has about the same amount of space as a space shuttle. And you wouldn't be able to use any of the gameplay. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. Вам не просто надо будет обладать каким-то кораблем во вселенной, но вам надо будет пользоваться. Надо будет загружать на него карго. Нужно будет функционально его использовать и так далее. Do more with. It's far more interesting to get a ship that you can do bounty hunting in, or cargo in, or. He comes over, asks us to do an interview, and wanders off. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. We're almost at the end. All right, so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? Вещь от Zeus, которая вам очень нравится. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum damper. EMP и Quantum Damper. The white and black color scheme. Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a space shuttle. Ну, то, какой он внутри. Интерьер. I just had this image of a Zeus wearing Spanx. Но он имеет в виду желудок этого корабля, но я так понимаю, это интерьер. All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter we're going to see? When we first introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this the Впервые представили Cutter, мы сказали, что это платформа для будущих вариантов. Maybe tease something for the future. Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. Абсолютно нет ничего сказать. У нас просто есть мистическая третья размытая картинка. Both of them are done now, so you will see the third one soon. TM. Ну и, соответственно, третий вариант вы увидите в скором времени.
strange, isn't it? That entire talk about the pipeline was BS. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. No, we've just really streamlined it. It's about the belly. All right. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. We're going to go back to Dan. He's back in Hall B. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got for us? Well, the opposite of diminishing returns is amazing merch. Окей, продолжается вся эта тематика с комьюнити-бордом, сообщением ни о чем, шутками за 300. Немножко можем передохнуть. The RSI Pledge Store right now. There are obviously some exclusive Citizencon stuff only for Citizencon attendees. So if you're here at the show floor, come over to the merch booth. The line was astronomical earlier today. It's much more manageable now. So if you haven't gotten a chance to pick it up yet, now might be a good time to make your way over to the merch booth and pick up some stuff. I was given a sweet box as an early Luminalia present. So we're going to do a little bit of an unboxing to show you guys some of the cool stuff. I mentioned earlier that I helped the subscriber program at one point, and one of my favorite pieces of subscriber flair that I was responsible for was the CDF bobbleheads. Легионер интересен, а БММ нет в тех закрытых панелях кораблей, которые они хотят там в течение 2024 года выкатить. Там не в течение 2024 года, это в течение следующих 12 месяцев. То есть, может быть, они в 2024 году это выпустят, но в декабре. Скажем так, скорее это они имеют в виду, что они сфокусируются на разработке следующих кораблей. Вот. Но наверняка есть еще что-то, чего они там не показали нам. They gave me this for a bit. I'm probably just going to steal this, to be honest. You guys won't tell, right? You guys, hey, no narking. Everyone chat, be cool. And we finally, man, this is so cool. I've heard about this, but this is like feeling it for the first time. We have this Black Star Citizen hoodie. You can see on the sleeves we have Xion and Banu. I asked Dave Haddock directly what these said, and his response was, I don't know. So whatever they say, I'm sure it's something very да, возможно, такую толстовку я себе достану, либо сделаю сам толстовку с надписями Бану. Sorry, merch team, if you were expecting profits on those merch, you're not going to get them. Now, we do, again, have 3 exclusive merch items for people who are here at Citizencon. We have a Pyro t-shirt, and we have 2 lithographs. I don't know if you can get... Oh, get I can't take him anywhere. Truly, I cannot. I don't know if you're able to see that Burn-In Pyro t-shirt off over there. That is exclusive to people who are here at Citizencon 2953. Also in the middle there, we have those 2 lithograph art pieces. Again, exclusive. This guy, I can't take him anywhere. Who was that man? No one Интересно, какие специалисты будут у третьего типа катера. Exclusive art pieces for people who are here at Citizencon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man also gave me these AirPod cases with a little Finley attached with it. You know what? Maybe that guy was all right. Whoever he is, I hope he's having a good day. But I actually do need new AirPod cases. So again, like everything else, I'm just going to keep this. I think that wraps it up for me. So I'm going to throw it back to the main convention floor. There's going to be a lot more stuff here at Citizencon. You guys will see it either later today or tomorrow. See you guys then. Напоминаю, у нас еще одна панелька планируется касательно навигации по системе игры. И после этого что-то еще. По вселенной игры, в смысле. Система навигации по вселенной игры.
Сейчас пишут сплошные 30+. Как по мне, 30 это нижняя планка, действительно. Очень много здесь 40 и даже 50+. Но это не проблема, я считаю. Еще лучше. Больно осознавать, что всем им в душе 18 и меньше. Половина из них с палками будет сидеть. Половина из них, наверное, в будущем через нейроинтерфейс просто оцифруют свой мозг и будут играть. В Альфа 4.20. Что, как говорится, для нас эти физические оболочки, они смертны, они тухнут, они чахнут, а игра вечна. Нет, слишком много людей с тросточками. Давайте это все останется просто смехом и мемчиками. Они просто ради прикола взяли с собой тросточки. Мне вчера было 20. Как так? Как так могло произойти? Как же сильно я моргнул. How you doing, Los Angeles? Чё, как дела, Лос-Анджелес? Сейчас будет презентация Apple, или мне кажется...
great to see you. Hi. Всем привет. My name's David, but everyone calls me Bone. Don't ask. Or maybe ask me later. Меня зовут Дэвид, но меня также называют Bone. Ну, косточка. Ну, не спрашивайте. Или спросите попозже. Oversee all the technical implementation of the UI across the company. And if I'm lucky, I get Техническая имплементация пользовательского интерфейса. На предыдущих Citizencon в Манчестере говорил про технологии UA, пользовательского интерфейса с своим коллегой. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, с некоторыми моими друзьями по пользовательскому интерфейсу, они находятся за кулисами. Мы постараемся вам, игрокам, поможем вам, иметь навигацию по вселенной игры. Космос велик. Вы просто не можете представить, насколько он большой. Я имею в виду, вы можете подумать. Это долгий путь. Очень много элементов там есть, космические станции и так далее. У нас очень большое количество космических кораблей разных типов и размеров. Все это может быть расшарено с друзьями прямо в режиме онлайн. И то, что мы видим сегодня, это невероятное увеличение онлайн-технологий. И возможности игрока становятся практически безвозможными, бесконечными, безмерными. One of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Well, that's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle NFTs, or the kiosks, where you Если у тебя был день рождения вчера, то действительно поздравляю. Trade commodities or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see, diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity. На интерфейсе должно отображаться большое количество информации, с которым нам необходимо взаимодействовать. Это и по грузу, и по местности, и по различным процессам, заданиям и так далее. Это также важная ключевая информация по вашему состоянию. Дисплей, это изображения были в множестве различных итерациях игры. Мы помним Arena Commander 1.0, которая вышла. Это был просто чем-то необходимым, пользовательский интерфейс был просто чем-то необходимым для гонок и космических баталий. Но вместе со всем этим прогрессом мы иногда теряем сосредоточенность, концентрацию на том, на что мы должны действительно сделать. Как же мы выделяем то, что важно, и хватаемся за это. Мы постарались найти наиболее разумный взгляд на это. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage, and he can tell you more about it. Simon?
Сегодня ты родился заново, Солон, короче. Этот Citizencon просто заставил тебя вот все вот эти действия, чтобы с тобой произошли. Star Citizen — это большой проект. У нас был на ранних этапах просто вайзер, это дисплей на шлеме, и наши потребности со временем расширялись. Тихо говорит. Эволюция пользовательского интерфейса. Как вы видите, на данный момент пользовательский интерфейс постоянной вселенной, он немножко рассеянный. Много деталей можете на нем видеть. Кстати, выбрали Cutlass Black, блин, еще, где действительно много деталей. И время для изменений. Мы хотим улучшить опыт игрокам. Нам необходимо создать новую консоль для того, чтобы была возможность с этим всем работать. И нам, конечно же, необходимо привести визуал к высоким стандартам. Я уверен, что пользовательский интерфейс — это коллаборация, объединение, общий труд команд, которые занимаются в том числе и функциями в игре. Как только мы определились с дизайном, мы создали новый 3D интерфейс на основе нашего 3D инструмента. И мы сделали наш первый кейс. Мы старались сделать наш обзор, наше зрение настолько свободным, насколько это возможно. Для того, чтобы сам геймплей был виден наилучшим образом. Ну и, собственно говоря, сегодня я бы хотел провести для вас живую демонстрацию того, как мы переработали все эти элементы. Мы хотели показать вам новый пользовательский интерфейс live в игре. Хочу сказать, что мы создали специальное задание, которое в игре у нас специально. Мы создали задание специально для этой презентации. Добро пожаловать в Horizon на платформу Providence. Первый раз, когда мы показываем новый визор, мы его также тестировали для Squadron 42. О, это также будет использовано в Star Citizen. Он даст вам иной взгляд на постоянную вселенную. Это дефолтная, базовая. Это базовый вид, как все выглядит. Давайте перейдем непосредственно к самой сцене. Когда вы получаете новую цель задания, вы видите, что нужно предотвратить утечку радиации. Вы видите желтый маркер того, где находится объект, и желтую стрелку того, где непосредственно находится объект. Ну, сначала он показывает просто какое направление, а далее появляется отдельный маркер. Здесь высокий уровень радиации, поэтому появляется соответствующее оповещение об этом. Как, ну, мы слышим звуковое оповещение, еще плюс в нижнем левом углу. Видимо, кто-то трубки повредил, нам нужно их отремонтировать. Пожалуйста, одень
Military — это, значит, военный мультитул. Он из Squadron 42. Он позволяет нам сальважить и ремонтировать вещи прямо на ходу. Отлично, теперь мы можем видеть, что радиация падает. Перейдем к следующему экрану. Да, немножко пройдем дальше. Ну, к следующему моменту. У нас на пути находятся могут находиться какие-то противники. Electromagnetic radiation, and also sound. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect us. Let's take a look at the bad guys, Bone. As part of the emissions and radar tech, we also have the ability to scan. У нас есть также наше собственное излучение. Если оно повышается, то нас становится легче найти. Поэтому надо следить за уровнем собственного излучения. Также мы можем воспользоваться функцией быстрого сканирования для того, чтобы увидеть базовую информацию о том, что перед нами находится или кто эти противники. Если будем удерживать кнопку, то мы можем накопить сканирование, да, и пробить сквозь стены, посмотреть, кто находится там за пределами определенных препятствий. Но при этом мы сами можем повысить наше излучение и обнаружить себя таким образом, выдать свое местоположение. Давайте посмотрим на вооружение. Мы обновили дисплей для вооружения, для того, чтобы помочь игрокам. Давайте сразимся с плохими парнями. Можете увидеть новый маркер о том, что может произойти взрыв. Он призван нам помочь, обозначить. Okay. Golden Bone. Что-то все хлопают, но я не понимаю. Ну, видимо, просто убили противников. Удачи. Давайте на момент поговорим о мобиглазе. Мобиглаз в Star Citizen эквиваленте вашему смартфону в реальной жизни. Тот пользовательский интерфейс, который вы сейчас увидите, мы его переделаем в зависимости от того, как игроки будут с ним обращаться. Мы сделаем его удобнее для игроков. Клево, да? Мы переделали интерфейс для того, чтобы дать более понятный, простой пользовательский интерфейс и опыт взаимодействия с интерфейсом. Этот военный мобиглаз для Squadron 42. Ну и мы немножко расширим количество и типа приложений, когда будем использовать его для Star Citizen постоянной вселенной. С главного экрана мы можем посмотреть не только наш корабль, но и прямо задачи, текущие задачи
задание. Throughout human history, as we have ventured towards the allure of the unknown, we have used cartography as a key component to help shape our understanding and make sense of the world around us. Мы в том числе обращались, создавали ту самую картографию, указывали, где мы находимся. Картография позволяла нам понимать, где мы находимся и куда мы идем. Вот почему мы считаем, что у вас должны быть инструменты, которые позволят быть вашему приключению более обдуманным. Я думаю, что это действительно круто. Наша задача — пройти к киоску, картографическому терминалу и скачать. Что вы видите на скрине, на экране, это полностью текущая репрезентация локации, в которой мы находимся. Здесь есть определенные точки интереса, по которым можно направляться, на которые можно наводиться. So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. Было бы гораздо более интересно, если бы мы могли бы взять это с собой. Давайте скачаем карту. И как вы заметили, теперь у вас есть визуализация в верхнем левом углу пространства вокруг. Now, the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient. То, что необходимо знать, это то, что не любое окружение будет иметь подобные карты. Возможно, вы будете в каком-то поселении или в пещере, которую до вас никто не изучал. Your environment and save that to your data bank. So you kind of reveal it incrementally. So this map, what we see in the upper left corner Ту карту, которую мы видим в верхнем левом углу, это не просто карта, но это информация. Это как радар. И мы также можем видеть контакты на радаре по мере того, как мы сканируем. What we have available stored in our data bank. So, because we have the location data saved to our data bank, из-за того, что у нас есть данные локации, которые сохраняются в нашу базу данных, перейдем в наш MobiGlass. Это то, где мы просмотрим все. So, Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. Я бы хотел вам показать переходы между различными этажами и между различными участками локации. Маркер показывает нам нашу цель. Я бы хотел поговорить немножко о технологии, которая стоит за этим. То, что вы видите, это because all of our environments can be very dynamic, and they can change. They can take damage. Perhaps economic shifts might cause changes in the environment, and we can't export totally custom assets. То, что вы видите, это ассеты.
И то, что мы сделали, это работали вместе с нашей графической командой. We're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our Мы на самом деле отмечаем все объекты, которые нам в локации необходимы, и исключаем все, что мы не хотели бы рендерить. Ну, по сути, это проекция всей локации в реальном времени. Частично от рендеренной с меньшим количеством деталей. So I think what we can do at this point, what I want to show you is something very interesting. So что я бы хотел вам показать очень интересную вещь одну. And note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. We can see some doors on this map. Можем увидеть какие-то двери на этой карте. These doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state. Есть двери, которые могут находиться в закрытом состоянии. Двери, которые могут быть закрыты, они будут обозначены зеленым. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, phone. Давайте пойдем найдем локацию для того, чтобы оставить там какую-то метку. Maybe that one. Maybe that Ну, door может быть, где-то здесь. Вот эта дверь выглядит интересно. Press T. Нажимаем на T. So, what we can do is set a marker. То, что мы делаем, это оставляем маркер. Now, what you'll notice as well as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers on top of the customized name that we can specify. So Каждому маркеру свои собственные метаданные прикрепляются, то есть подразумевается ну, координаты, наверное, и имя. И это сохраняется в нашем базе данных. И этим маркером можно поделиться. Или продать этот маркер на рынке. We can't really talk about markers without mentioning data running. Мы не можем говорить о маркерах, не говоря о перевозке информации. So you might specialize in exploration, Возможно, вы специализируетесь на исследовании, как майнер, например. Make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. Вы путешествуете и исследуете, находите какую-то локацию, в которой есть что-то очень ценное. Coming up with the data and yeah, so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So Что-то чувак, мне кажется, запутался немножко. have, when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. So the Когда other вы thing is устанавливаете we маркер, have вы можете проверить, насколько точные данные. Ну, я так понимаю, при установке маркера данные могут быть неточными, скажем так. Вот он это имел в виду. Но, в принципе, если вы посетите какое-то место, вы можете оставить там маркер, там какие-то ценные ресурсы, поместить этот маркер в вашу базу данных, потом это с кем-то поделиться или продать. Все, что он имел в виду. Также мы можем проложить дорогу к нашей цели. Мы можем увидеть линию от точки, в которой мы находимся, до точки, в которую нам необходимо дойти. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool, is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. То, что вы сейчас видите, на самом деле оно также использует другую важную технологию. Это
Продолжение пути для искусственного интеллекта. Ну, напоминаю, у нас был NavMesh, и кроме NavMesh была и Pathfinder система, которая через NavMesh могла направлять пути движения искусственного интеллекта. То же самое используется сейчас для реализации той технологии, которую вы видите сейчас. Всегда, пожалуйста, уж вам добьет инфу. На этой карте будет обозначаться в том числе и лифты, и двери, через которые необходимо будет проходить. Ну, имеется в виду, маршрут будет проложен подобным образом, чтобы обозначить любые транзитные этапы дороги. То, что мы хотели бы сделать, это убедиться в том, что более нет противников на пути. То, что мы можем сделать, это отправить пинг. Сканирование также будет представлено на карте. Знаем, что больше нету противников. Поэтому пройдем далее к нашей цели. Как вы видите, верхний к правой части у нас метка к нашей цели, которая показывает в верхней левой части у нас карта, это которая линия, по которой мы идем. Также, если ты меняешь свое направление, то карта тут же маршрут перестроен, короче. Это наш знакомый долетает до нас сейчас на караке. As well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit. Если мы сможем преодолеть лестницу, то, как видите, у нас карта тоже динамически это отображает. Into the Carrack, it's not just environments or caves or cities. We can represent the ship on our interior map. Мы также можем показать интерьер корабля на нашей карте. So let's go ahead and pull up our mobiglass again and get a wider view of our ship. Давайте воспользуемся мобиглазом и получим доступ к более широкому отображению корабля. Мы сейчас находимся вот на техническом уровне, но мы также видим другие уровни. Мостик с картографией, коридоры и жилой отсек. Картографический отсек. Utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers because we generalize this system to. Это не просто удобно для вас, как для игрока, но это также удобно и для разработчика. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. Другие команды могут использовать наши технологии, и мы можем использовать технологии других команд. Я считаю, это очень круто. We've been talking about environments. Мы говорим об окружении, о городах. Representing ships on our map. Maybe planet terrain. Визуализации кораблей на карте, возможно, планеты. Ну, наша Вселенная, она же довольно большая, верно? Что если
what happens? Have we tried this? Мы вообще пробовали? Just take your mouse wheel and just zoom out a little bit. Попробуй взять свою мышь и сделать зум. Да, продолжай. Продолжай увеличивать зум. До конца, вперед. Это не просто карта интерьера, это не просто радар. Это одна унифицированная система, одна карта. We are above Crusader, and at this point, I want to invite Emily Hansen onto the stage to Я бы talk хотел about Эмили the map пригласить as seen at на this сцену, чтобы scale. она больше рассказала про Thank you very much, карту. everybody. Про эту карту. Всем спасибо. Hello, Citizencon. Are you ready for this? Citizencon, привет. Вы готовы к этому? Phone, do you want to click on the marker? Можешь нажать на маркер. As you all suspected, this is the Как вы ожидали, это оно. I'm so excited to be here today to reveal this to you all. Очень рад тут быть и показывать вам сегодня Now, все это. I think we all know the current Мы все star map знаем. needed a bit of work. And we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Мы постарались сделать очень большой апдейт для того, чтобы вам было легче Bone, why don't you take a look around? Much like the иметь interior некую map, навигацию star во map is Вселенной. holographic. And this lets us add some cool interference effects Как and видите, это details выглядит to our как голограмма. planet textures. И здесь You can также also отображаются see our текстуры improved планеты. player marker and Вы that we're также видите currently at маркер Horizon. The player and игрока location markers и have merged at this локацию scale нашего because текущего they're so Horizon. close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly Маркер merging игрока bigger имеет points of приоритет, вот interest почему at он larger scale, выделен the player отдельно. marker always remains visible to you. И You'll маркер always know игрока where you всегда are будет виден relative to вам. points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Все готовы видеть больше? Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. Давай нажмем на кнопочку. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Посмотрим на Crusader и все его луны. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. You can also see that labels have received a major visual update. Также можете увидеть They're now fully подписи, 3D, and this gives them a really которые по-новому cool уже perspective. сделаны. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Bone, give the map a spin. Покрути карту, чтобы показать, как... Bone, can you tilt past the horizon, please? Cool. When we do this, the labels flip, so you can always read them clearly. Покрути, пожалуйста, карты, и мы покажем, что вне зависимости от ориентации мы четко видим Labels for city markers and outposts название work a little bit differently. Bone, let's double click on Selin now to focus on. локаций, планет, лун. Далее маркеры, точка интереса на лунах. Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen clutter. Bone, want to show this in action? По мере того, как мы крутим планету, точки интереса сами Markers on the far side of the planet fade out, so they don't take focus from the locations you сами currently care активируются more и about on показывают the свое near side of название. the planet. Bone, can you double click on one of the points of interest? Можешь два раза нажать на какую-нибудь точку интереса. As we selected this marker, its label will stay visible at all angles.
Как только вы выберете этот So far, маркер, we've showed you that you can use он будет buttons and виден под любыми double-clicking углами. to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations? Shall we try it, Bone? Let's zoom out Давай попробуем until we can see Crusader. делать зум. Обычным образом. Зум. Обратно. We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, Прежде right? чем поставлять какие-то маркеры подобным образом, подумайте о размерах небесных тел, о своем размере и This allows us to draw a marker at its о real размерах всего size космоса. when we are close to it and artificially increase its size as we zoom out until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. Если вы There's no way будете слишком Crusader and сильно its moons are this size at this scale уменьшать in картинку, reality. зум-аут, They've been scaled соответственно, up massively, so вы you не can сможете still выбрать see them. определенную точку интереса. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Сделай, пожалуйста, зум побольше, чтобы мы видели, как исчезают луны. You can also start to see Crusader's orbit line around the sun here. But before we go back to before we move on to that, let's zoom back in so we can see everything come back as we get closer. Приблизим, чтобы увидеть все ближе. As well as zoom, you can also pan around the map unrestricted. Bone, feel free to have a quick look around. As we draw closer to a marker, the cursor Свободное automatically движение маркера magnetizes по to it. экрану возможно. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space. Bone, let's use this technique to take a closer look at Yela. Решена проблема с тем, что мы можем совершить зум в пустой космос, потому что раньше такая проблема возникала. Сейчас этого уже нету. Мы наводимся и зумируемся конкретно на объекты. Keep zooming in. Bone, can you keep zooming in? Можешь продолжить увеличивать зум. Спасибо. You can see that the surface markers appear without us Мы needing to можем select увидеть, Yela что itself. маркеры точки Imagine how интересной much поверхности easier finding that появились. outpost will be now. Но подумайте, насколько проще теперь будет найти аутпосты. Crusader, as you all know, isn't all there is, though. We've got a pretty big universe out here. Do you want to see some more? Здесь больше. Let's have a look at a location further afield. Can we just pan to Calliope, maybe? Bone, let's give that a try. Давай попробуем. Yeah, I think we're getting lost. Pretty sure we can all agree this might not be the best strategy. So, Думаю, это what не can we самый do? лучший способ Bone, искать let's try какие-то clicking on the объекты. middle button over here. Нажми на среднюю кнопку, пожалуйста. This returns us to our previously selected marker. Это возвращает нас на предыдущий выделенный маркер. На предыдущий выделенный маркер. So, now we know where we are. Теперь мы That's a знаем, где step in the мы. right direction. Это But we're правильное still not at направление. Calliope. So, we need to find a different way. Bone, Еще не на планете, take мы a должны step- найти could you use the сюда. step back button until we can see the whole solar system, please? Можешь нажать третью кнопку для того, чтобы мы увидели всю Солнечную систему, пожалуйста. And there it is. Вот она. I think Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click on that bone, Я думаю, we что should be able to Калиопе see это it. одна из лун Микротека. And there it is. И вот она. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic Давай cursor наведемся in на action нее, again. для того, чтобы увидеть ее поближе. Can you zoom in, Bone? Thank you. It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look.
Невероятно смотреть на лунные планеты и то, насколько они разные. Имеется в виду, наверное, разные по сравнению с тем, что было раньше. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar system. Bone, want to expand it now? Можешь нам показать точки интереса в системе? Все? В выпадающем меню. Мы на данный момент активно работаем над тем, чтобы легче было работать с этим выпадающим меню и с ее функциональностью. Сейчас давай используем ее для того, чтобы переместиться на Aerial. Обожаю зум, играться с зумом на этой карте. Ария 18, пожалуйста. По всей видимости, Ария 18 сейчас находится на темной стороне планеты. Давай посмотрим на Security Post Корею. Down, isn't it? This is where the upcoming search will really come in useful. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? Можешь ли увеличить зум и показать голографическую модель этой станции? Bone, can you also drop down again, please? Может ли также снова список открыть? Как видите, есть лист последних мест, которые мы выделяли. Давай используем это для того, чтобы вернуться обратно на Area, на зону 18. So we've done a lot of exploring. I think it's мы time много we еще head посмотрели. We could do this by selecting Orison from the list, but we also Мы можем have это our сделать, own marker нажав that we can take advantage of. на Orison из выпадающего списка или же на кнопку нашего маркера. Он находится на краю карты. Он всегда является видимым вне зависимости от того, как бы далеко вы были. Вы можете всегда нажать на этот маркер и сразу же навестись. Many of you have been wondering if we can go back to our carrot map from the star map, just like how we got here from the carrot map just a few minutes ago. Прямо так, как мы с текущей карты перешли на карту космоса, так и мы сейчас можем вернуться обратно, нажав на карту игрока. Ну что, снова наш карак. Lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before. Эта новая система карты дает осмысленную связь между тем, что находится здесь на поверхности, и тем, что находится где-то в вышине космоса. Это очень круто так смотреть, изучать все это. Она имеет в виду, что, видимо, до того, как это попало на общее обозрение. Работать с этим. The controls are so much smoother and easier to use than the star map you're all used to, as I hope Bone agrees. Контроль над текущим стармапом, она гораздо более гладкая, корректная, и работая с ней, мы уверены, что вы более не заблудитесь. Просто представьте, что вы найдете что-то интересное во Вселенной и сможете поделиться этой локацией с друзьями. Исследование станет гораздо более интересным. И это является очень ярким окном, как никогда,
вперед к звездам. And now, let's welcome our intrepid demo driver Bone back to the stage. Thanks, Emily. Thanks a lot. Спасибо большое. So we're really, really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen. Мы очень рады донести все эти функции Star Citizen Squadron 42 до вас. И это сделает очень... Это создаст, и это будет являться очень большим разрывом, разницей между тем, что у вас было раньше и сейчас. Переделка дисплея визора, новые миникарты, новые миникарты и радар. There's a new Mobiglass coming with its sleek new design. We're improving all the existing Кулагина apps, and we're going to develop Маргарита some new О, ones спасибо too за along фоллоу the на way. Твиче. Добро пожаловать. So we've got a video now. Я бы хотел вам показать сейчас видео. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Better awareness of your surroundings and threats. Exploring new mapping new areas, pinning locations for later and sharing these with your friends. Эта система позволяет вам изучить новые локации, получить информацию о них, картографическую, и поделиться ею с вашими друзьями. Это Идрис. Коридоры, коридоры, коридоры. Ванна. More of Horizon. Horizon. And of course, our entirely new integrated star map. И, конечно, наша With its new interface новая and, let's face it, a much звездная needed карта refresh to the user experience. и новый No more пользовательский getting интерфейс. lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, where will you explore В чате today? спрашивают, устал я или нет. Я иногда глаза Thank you закрываю very просто и much. все. Cheers. Всем большое спасибо. Увидимся. Он провел небольшое ревью того, что они нам показали, как все это выглядит. Итак, чаечек ушел, у нас сейчас неизвестность наступает. И, вероятно, в этой неизвестности будет что-то очень важное, поэтому смотрим. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of Citizencon. What'd you think? Это все на первый день Citizencon. Что вы думаете? Ну, что вы думаете? Не очень? Давайте еще. That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? Невероятный день один. Хотите то же самое завтра? Он кричит «да». We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Мы Citizen увидели and Squadron 42. невероятные изменения в Star Engine, которые будет в Star We saw the Citizen next Squadron step of the 42. evolution of resource management and the birth of multi-crew Следующий gameplay. этап эволюции в распределении ресурсов и мультиплеер геймплея, We saw the ship guys. мультикрю геймплея. Мы поговорили с парнями, которые занимаются кораблями. And of course, come on, the star map, the interior map, everything. И давайте, звездная карта, интерьер, все это. I often joke that we're just like you in many of the same ways. We want the same things, we need the same things. Мы, как и вы, хотим то же самое. Мы стремимся к тому же, к чему и вы. When Star Map? When? To see it? Задаемся теми же самыми вопросами. So, yeah, Когда this уже wraps up Star Map? day Когда one. мы его I'm going увидим? to tell you that Hall B Это is going to день be один. open for about another 2 hours. So if you haven't had a Мы chance еще to будем check 2 out часа the Pyro открыты, Playground для and того, all чтобы that вы stuff, go могли do that. посмотреть Pyro Tomorrow, игровую be sure you come back. Playground.
Мы вернемся завтра. I really want to tell you what you're going to see, but you're not going to want to miss it. If you thought the opening to day 1 was hot, check out the opening to day 2. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how all of these things integrate into the FPS combat experience. We got taking flight with Yogi. Who doesn't love Yogi? It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience. Завтра будет лайв-демо, в котором нам покажут в космосе, в атмосфере. А также нам покажут новые локации в Пайро, Стентоне. I've been here 9 years. I got to make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart. Я здесь уже нахожусь 9 лет, и я хочу довести это до 10, говорит Джаред. Поэтому не договаривает. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day 1 was great. You ain't seen nothing yet. Take care, everybody. Увидимся завтра. Да, я нахожусь на грани, я достиг предела. Еще бы 2-3 часа, для меня было бы очень сложно. Тут нужно еще, были бы дополнительные перерывы. Ничего дополнительного они нам не показывают. То есть просто реально 2 часа окно для того, чтобы избранные люди, хоть кто-то из нас, хоть когда-нибудь за всю историю этого игрового проекта мог потрогать Пайро. И, собственно говоря, и они планируют на этом заканчивать. Ничего уникального, как я ожидал, не будет. Вот. Но нам покажут новые локации. Завтра будет какой-то спойлер. Должен был бы сегодня произойти. Это будет новые локации Стентона, Пайро и еще какие-то новые локации. Либо это новые локации будут Никса Одина, либо это будут новые локации Сквадрона. Все очень просто. Так, народ, нам есть о чем пообщаться, о чем поговорить, но мы это все оставим на потом. И я надеюсь, завтра успею к стриму вовремя. Вот, и мы сможем постримить. Если я даже к стриму вовремя не успею и на начало банально не попаду, то обязательно мы пересмотрим начало стрима после конца самого стрима уже. Вот. Ну и на следующей неделе, соответственно, мы сделаем пару аналитических стримов, на которые рассмотрим все, что мы видели на Citizencon. Ну что, друзья, всем огромное спасибо, кто сегодня с нами был. Отдельное спасибо за фоллоу тем, кто сегодня к нам присоединился на Твиче. Это Пельмешка, Кородо, Нелфи, Бродяга, Кулагина Маргарита. Рад вас всех видеть. Существенный вклад в наш стрим сегодня сделал Иван Вейланд. Куча подарочных подписок, 5 штук. Вот. Большое тебе спасибо, дружище. Оставайся с нами дальше. Всем, кто был активен в часе, тоже огромная от меня благодарность. Мы реально сегодня заканчиваем. Нам нужен топляк на завтра. Я думаю, все, мы осилим. Все будет вот. Да, надеюсь, перевод был нормальным. Местами я косячил, потому что мне приходилось откашляться, отчихаться, отойти, выпить водички, и поэтому я мог что-то пропустить, там какую-то надпись, какую-то часть, кусочек перевода, но ничего страшного. В принципе, общая логическая цепочка сохранена. Я бы себя оценил на твердую 4. В прошлых годах я был на твердую 5, я думаю. У меня все там было зашибись отлично. Вот. Ну что, буду со всеми прощаться. Присоединяйтесь к нам в Telegram, присоединяйтесь к нам в Discord, и мы будем продолжать и подогревать все это общение
И дальше. Я надеюсь, все остались довольны и у всех ожидания оправдались. Даже если эти ожидания были, что я ничего интересного на Ситконе не увижу, допустим, да, не проблемка. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.